Сейчас. Добрый вечер всем из Питера. Здравствуйте, Людмила Елисеева, Марина Кропачева. Как проверить себя и во что ты делаешь? Вот, хороший вопрос. Сейчас он будет первым. Как поверить в себя и все, что ты делаешь, это будет у нас первый вопрос. Как погодка в Питере? Погодка хорошая. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Кайлас. Давайте быстро напишем. Все видно. Давайте я вам буду сразу говорить о том, на какие я вопросы не буду отвечать. Итак, мне бы не хотелось отвечать на вопросы, которые звучат так. Как открыть канал Ясновидения? Я могу сказать, достаточно большое количество семинаров сейчас было подготовлено. Это развитие ясновидения. Это последний день первой ступени. Вот давайте мы на эту тему немножечко, этой темы немножечко коснусь. Вот подумайте сами. Ясновидение – это возможность смотреть во время будущее. Кто может смотреть в будущее время? Давайте так. Невозможно, человек имеет свое физическое тело, поэтому в случае, если человек стареет, вместе с этим стареет его сознание не стареет, а физическое тело стареет. И можно сказать, что видение объектов, слышание звуков, а также ощущения, присущие пище, это целиком связано с тем, что у нас есть наше физическое тело. Можно так сказать? Тогда можно сказать, что человек, у которого есть физическое тело, является человеком, а Бог – это существо, у которого нет физического тела. Можно так сказать? Да. Потому что Бог вечен, и у него физического тела нет. Когда человек смотрит в будущее или смотрит во время, то он может становиться, наверное, может. Таким образом, если человек пытается каким-то образом подсматривать в будущее, то он должен своими вибрациями подниматься и становиться практически как божественная энергия, чтобы его пропускали. А теперь скажите, божественная энергия кого-нибудь критикует? Нет. А божественная энергия кого-нибудь обсуждает? Наверное, нет. А она злится на кого-либо? Наверное, не злится. А она что-то делает для людей? Давайте я вам скажу, делает. Тогда солнышко есть, у нас воздух есть. И это все бесплатно пока еще. События происходят. Таким образом, можно сказать, что если человек старается как можно больше делать чего-то и делать это безвозмездно, то есть как я, садится за столик и в течение дня принимает бесплатно большое количество людей, то к чему он может прийти? Он может прийти к высокой духовности. Правильно? А если ты сидишь за столиком и принимаешь людей бесплатно, а также даешь советы, можно это назвать духовным ростом. Вот смотрите, почему я делаю вот такие вебинары или провожу вот такие встречи. Я таким образом развиваю духовность своего, наверное, духовного поля. Для чего я это делаю? Для того, чтобы развить канал Ясновидения. Тогда кто может развить канал Ясновидения? Тот, кто фыркает, пыркает, дышит или что-то еще делает? Ну, наверное, нет. Канал Ясновидения развивается за счет того, что человек становится высокодуховным существом. Почему цыгане умудряются просматривать? Это кратковременные элементы просматривания. Для того, чтобы правильно снимать информацию, человек должен понимать, что идти чистым. Достаточно чистые, то вам этот канал дается. Если вы с утра ругаетесь, после этого у вас куча комментариев по отношению к себе, вы нервные, вы кого-то постоянно пытаетесь обижать, то тогда о канале Ясновидения или о его развитии на время можно забыть. Начинайте ясновидение вот с чего. Не с развития канала Ясновидения, а с того, что у вас в семье все рядом с вами чувствуют заботу. Вот смотрите, Бог создает что-то для людей, так и человек должен создавать что-то для своей семьи. Он должен создавать что-то для людей, он должен быть человеком, который что-то дает. Большое количество людей сталкивается с тем, что они ничего никому не дают. Я не знаю, почему так умудряются люди ничего не давать никому, ни себе, ни близким, ни социуму. Почему? Почему-то лень, им не хочется, что гораздо важнее это обсуждать темы, которые там в интернете есть, юзать там или сидеть без конца в социальных сетях. А ведь это и есть, наверное, основа духовного возрождения или духовного роста, когда человек хочет что-то сделать.
в данном случае себя совершенно. Я просто говорю о том, каким образом человек может развить вот такой канал ясновидения. Такое большое количество людей хочет открыть канал ясновидения, и после этого спрашиваешь человека, а для чего тебе это нужно? И мне человек говорит, я хочу просмотреть номера в лото. Ну зачем тебе просматривать номера в лото, если эти деньги можно заработать? То есть человек говорит, я пойду легким путем. Помните, я о легком пути и о сложном пути обычно уже говорил. Я говорил, что путь, при котором человек пытается всех критиковать, пытается каждого обсосать, пытается относиться к себе и близким. При этом этот путь, когда человек скатывается. При этом этот человек вместо того, чтобы... Там очень хорошие слова задал, вернее, очень хороший вопрос задал человек. Он написал, если не было бы критики, то не было бы конкуренции. Таким образом, если есть критика, то это приводит к тому, чтобы была конкуренция. Или уберите конкуренцию, тогда критики не будет. Нет, человек не прав. Я не сказал, что нужно убрать критику. Я говорил, что нужно заменить критику на состояние уважения. И нужно было слушать правильно те слова, которые я говорил. Ведь я повторял несколько раз. Я не противник конкуренции, я не противник критики. Я просто сказал, что человек, который критикует, он будет обязательно скатываться по социальной лестнице, и ему будет становиться хуже и хуже. Он начнет болеть от этого психически, физически и духовно. Человек не должен критиковать, человек должен заменить критику на элемент уважения. Я не говорил не критикуйте, я говорил заменяйте. Потому что если вы не критикуете, то тогда эта критика все равно у вас появится. Потому что в случае, если вы раздражаетесь, это тоже можно условно назвать критикой, и говорите, я буду это контролировать, то знайте, у вас ничего не получится. Почему? Потому что ничего не получится, так как для того, чтобы убрать критику, необходимо для этой энергии или для этого рефлекса что-то дать другое. Хочешь накричать на ребенка, и ты хочешь накричать из-за того, что ты хочешь его критиковать, то если бы я сказал просто «не критикуйте», то тогда бы вы не смогли это делать, потому что сдерживание привело бы вас к тому, что у вас вновь бы это накапливалось и прорывало. Я сказал, заменить необходимо критику на состояние уважения. Вот. А уважать сложно. Понимаете? А кто сказал, что духовный путь очень легкий? Я не знаю еще ни одного человека, который бы мог похвастаться тем, что духовный путь очень легкий. Естественно, когда вы мне пишете письма и пишете, Андрей Андреевич, я только начал, но у меня ничего не получается. Вы правильным путем идете. Когда человек начинает, у него ничего не должно получаться. Понимаете? Не бывает быстрого пути, особенно пути к Богу или пути к высокой духовности. Можно ли сказать, что человек, который двигается на пути к высокой духовности, может ощущать этот путь? Конечно, как никто другой. Он может ощущать этот путь, как никто другой. Вот почему. Этот путь невероятно умного человека. Таким образом, сознание расширяется, у тебя появляется огромное количество выводов. Ты начинаешь вновь и вновь делать выводы, вновь и вновь делать выводы. Почему? Потому что ты начинаешь изучать, коллекционировать судьбы, чувства, знания, и это расширяет твое сознание, и ты становишься немножечко другим человеком, отличающимся от остальных людей. Вы, наверное, вот те люди, которые уже прошли несколько ступеней, наверное, начали ощущать, как вы отличаетесь от других людей. В тот момент, когда приходит проверка, вы улыбаетесь, вас после этого не трусит. После нервной встречи, которая у вас обычно заставляла бы вас 5 дней не спать и 3 дня переживать, обычно появляется ровное состояние уже через час или 2 часа. Вы уже не так вспоминаете, не так переживаете, у вас появилась какая-то ровность, стабильность, ну и так далее. О, как нас много. Донецк приветствует вас. Здоровья и благополучия. Спасибо. Можно ли изменить характер? Можно, конечно. Человек может и должен изменять свой характер. Здесь вопрос, не можно или нельзя. Это вы у меня спрашиваете или нет. Здесь нужно сказать, какие существуют. Видите, это неправильно поставленный вопрос. Ну вот, как должен человек ответить на вопрос, когда ему говорят, можно ли изменить характер? Нужно мне сказать, можно или нельзя. Можно, да. Нужно, наверное, задать вопрос,
Как изменить следующие качества характера? Допустим, я не могу убрать у себя состояние страха. Что я должен делать для того, чтобы не бояться? Вот на этот вопрос ответить легче, чем можно ли изменить качество характера. Можно, только нужно знать рычаги или инструменты, которые помогут человеку. И в этом случае обычно и помогает первое, где я очень широко или широким пластом даю как раз изменению не только характера, а еще и общей жизни человека находится. Итак, давайте, раз я уже затронул этот вопрос, который звучит так: как изменить качество характера, если человек испытывает состояние страха? Страх – это блокировка действия. Нужно это запомнить. Начинаете бояться, начинаете ходить и много двигаться. Любая блокировка физической деятельности называется страхом. Поэтому, если вы боитесь, начинайте дышать, труситься, танцевать, кричать. Сжимать что-то, жевать, жвачку, я не знаю, поднимать что-нибудь тяжелое. Причем, чем больше будет расходоваться у вас физической энергии, тем вам будет легче. В свое время, для того, чтобы не бояться выступать перед публикой, я придумал упражнение. Я 30 раз приседал. И после этого, когда выходил уже потный и горячий, я себе придумал, что этого никто не видит. И после этого, ну, как бы торопился, заходил после этих приседаний и говорил: здравствуйте, я так вам торопился, аж вспотел. И после этого начинал проводить вот такой семинар, и мне было совершенно не страшно. Идут очень яркие красочные сны. Скажите, все присутствующие проходили обряд раскрещивания? Так вот, я могу вам сказать, что если у вас были проклятия рода, если у вас были проклятия какие-либо или были какие-то привязки с вот этим миром мертвых, то, скорее всего, во время обряда раскрещивания вам приснились страшные сны. В случае, если этих привязок не было, то тогда вам начали сны сниться хорошие. Поэтому во время этих снов вот эти страшные сны – это то, что убрало у вас как раз вот такие процессы энергетического влияния на вас. А скажите, много есть людей, которым что-то нехорошее приснилось? Ну, мне такое большое количество людей написало письма с вопросами: Андрей Андреевич, приснилось 2 кувшина с уксусом, что это? Ну, слушайте, я провел обряд раскрещивания, а теперь я должен отвечать на сны. Также я могу сказать, что очень часто человек, пройдя первую ступень, вот сейчас я подарил первую ступень в подарок, кстати, акция это уже закончена. После этого человек начинает писать: Андрей Андреевич, я прошла первую ступень, а теперь вы должны. То есть я подарил первую ступень, а теперь я должен еще что-то человеку, а это еще что такое? Разве я что-то кому-то должен? Давайте еще раз вспомним мою идею, о которой я говорил на первой ступени. Ни один человек никому ничего не должен, понимаете? Никому и ничего. Он должен только тем людям, которых он очень искренне любит. Как же я могу любить человека, которого я даже не знаю? После этого человек начинает письмо со слов: Андрей Андреевич, здравствуйте, я прошла первую ступень, а теперь вы должны. И после этого, после запятой, начинает писать, что же я теперь должен для этого человека. Должны выровнять мою судьбу, должны найти для меня новую работу, я на вас рассчитываю, понятно. Ну, слушаюсь и повинуюсь. Теперь я как Аладдин должен выполнять. Это в церковь нужно идти. Там в церкови подходите и говорите: я поставила свечку, а теперь ты должен. А вот с Дуйко так не должно происходить. У меня после обеда ноги всю ночь выкручивало, и на этом все закончилось. Вот. Мне тоже плохой сон приснился. Вот. Как можно убрать страх у ребенка? Боится часто в туалет идти, спать в темноту, ему часто снятся кошмары. Есть очень хороший препарат такой, продается в любой аптеке, называется Новопосит. Новопосит. Попоите ребенка новопоситом, это уберет у него вегетососудистые вот такие спазмы. Он начнет хорошо спать. Сейчас детки из-за перегрузок очень часто болеют вот нервными состояниями. Есть препараты на основе бессмертника Новопосит. Подавайте ребенку, будет хорошо себя чувствовать. Просто эзотерически вы это делаете неумело, ну и каждый раз я делать этого не смогу, понимаете? После этого мне для того, чтобы поработать с вашим ребенком, необходимо время, а времени у меня нет на самом деле, потому что, ну, очень много задач ставлю. Так, секунду. Во время обряда происходили сильные внутренние реакции, что раньше не замечала. Первый раз такое, крутило живот и вниз шло. И в груди давление. Я к тому же не крещеная. Человек не крещеный не значит, что на него не проводились какие-то обряды.
Очень часто обряды проводят при помощи заклинаний, при помощи каких-либо просьб, там, направленных куда-то. Также обычно человек еще может накрутить такую вибрацию просто в случае, если кто-то лечил кого-то при помощи заговоров молитв, после этого на водичку это все делали, вынесли на улицу водичку, возле подъезда вылили. Все люди прошли, на ножки накрутили, это является потом проблемой для такого человека. Я это знаю тоже, такое бывает. Почему умершая бабушка снилась, я плакала всю ночь, обнимая ее? Ну, потому что это мир мертвых, а бабушка, скорее всего, на свет. Знаете, как обычно это бывает? Мама забеременела не от того мужчины, бабушка была против. После этого бабушка все время говорила: эх, лучше бы он не родился, давай сделаем аборт. Таким образом, бабушка ставит проклятие неродившемуся ребенку. А потом успокоилось все, и после этого ребенок рождается. Когда ребенок такой рождается, то бабушка, может быть, и любит такого ребенка, и до самой старости живет, а потом умирает. Когда она умирает, она должна осуществить это проклятие и становится гневным духом этого человека, мешая ему нормально жить, представляете? А еще если бабушку там проводили в астральный мир, она становится гневным астральным существом. Это происходит при помощи вот такого обряда. Почему бабушка приснилась? Потому что энергетически этому духу тоже не нравилось то, что он делает. Но он вынужден был ответить за свои слова. То есть он для того, чтобы переродиться, все равно должен забрать ту душу, которая была проклята до его рождения. Понимаете? Таким образом и происходят проклятия. Бабушки или мамы очень часто ставят вот такие проклятия. Вы представляете? Это очень частое явление. Как же происходит? Бабушка такая потом является к этому ребенку и выдергивает часть энергии, кусая эту энергию. Обычно это происходит на уровне почек или на уровне головы. И вот что происходит. В те места, где откусывается энергия, бездушная энергия астрального плана в виде бабушки, появляются дырочки. И эти дырочки наполняются свободными существами в нашем мире, энергетическими, которые после этого могут сделать ребенка на время безумным, лунатиком или еще кем-либо. Таким образом и происходят подключения, подселения, а и в дальнейшем может развиться в виде экзорцизма. Если вдруг родился ребенок или вынашивает кто-то, знайте, на все воля Божья. Нельзя ни в коем случае говорить: пусть не родится, пусть сдохнет, там, я его не хочу видеть, чтобы ты вместе с ним сгнила и так далее. Потому что можно умереть после этого и стать гневным духом для этих деток и для своей дочери и так далее. У меня очень большое количество было пациентов в свое время, у которых была, соответственно, вот такая программа, понимаете. Бабушка умерла, и началось. И бизнес забирают, и дети болеют, и там эпилепсии, там чего только не было. После этого пришлось вот проводить обряды, ну не раскрещивания, а немножко другие. Андрей Андреевич, помогите разобраться. Всякий раз, когда смотрю на часы, комбинации разные: 14, 05, 05, 20, 02, 13, 31 и так далее. Могу среди ночи зачем-то смотреть на часы. Что означает данный феномен? Данный феномен описан Карлом Юстафом Юнгом. Данный феномен называется феномен навязчивого совпадения. Он описал данный феномен как одно из характерных развивающихся в определенной прогрессии заболеваний с психическими отклонениями человека. Таким образом, он доказал в своих книгах и сказал, что в случае, если у вас появляются навязчивые идеи в виде постоянно попадающихся цифр, и вы их начинаете замечать, знайте, вам нужно успокаивать свою психическую активность или деятельность, начинать дольше спать, убирать часы вообще и так далее. Я могу сказать вам, что это повторяется. То есть очень часто эти явления повторяются у моих пациентов, у которых есть такие заболевания, как биполярное состояние, маниакально-депрессивного психоза, навязчивые идеи, панические атаки, компульсивные состояния, ну и так далее. Очень часто человек, ездя за рулем, начинает видеть на номерах только цифру 88. А с чем это связано? Его мозг ориентирован из вот общей системы, вождения выявлять или выхватывать только цифры с заданными критериями. То есть он на остальные не обращает внимания, но стоит ему сосредоточиться, он из всех цифр будет находить обязательно цифры 88. Это на самом деле небольшие развивающиеся психические недостатки.
Я надеюсь, я вас не обидел. Но тем не менее подкован, и значит, можешь быть, ну, можно, если ты знаешь, что делать, то можно принимать какие-то меры. Какие меры я рекомендую принимать? Ну, можно попить Новопосит, на ночь, если бессонница, Ливона или Ливана препарат. Какой-нибудь там Сонмил. А как можно пройти обряд раскрещивания? Ну, постараюсь провести его в среду следующую. Видеть вас вживую. Вы что-то знаете. Ученица первой ступени. Буду вам очень признательна, если посчитаете нужным ответить на мой вопрос. У нас с мужем сейчас сложная ситуация до развода, ненависти, ссоры провоцирует на ровном месте. Может, у него есть подруга, другая. Есть ли у нас шанс вернуть отношения или все же развод? Еще один вопрос. В моей компании сейчас есть вакансия на хорошее место, которое я очень хочу. Получу я эту должность, подскажите, что нужно делать. Нужно мысленно дарить как можно большее количество предметов дорогих своему начальнику. Тогда вы эту должность получите. По поводу мужа. Вы понимаете, мужья и жены, они не уходят кому-то. Поэтому вопрос, если у него подруга, неуместен. Обычно уходят от кого-то. Поэтому, когда вы говорите, если у него подруга, нужно сказать, насколько он хочет быть со мной. Смотрите, голодная собака кусает хозяина. Согласны? А что может вызывать у человека голод? 3 элемента. Голод интеллектуальный – раз, голод чувственный – 2, голод интеллектуальный – раз, голод чувственный – 2, голод сексуальный – 3. Поэтому в случае, если голод интеллектуальный в вашей семье решен, вам есть о чем разговаривать, вы человек, с которым интересно, вы умеете поддержать разговор, а не все сводится к тому, что вы только выясняете отношения, диктуете свои правила, вытаращиваете глаза. Если ваш чувственный голод тоже проявляется, каким образом он или вы стараетесь сделать физически что-то для этого человека, то есть вы дома умудряетесь ему рубашку погладить, создать такие условия, чтобы этому мужчине было комфортно. И третье, у вас есть постель, то он уже от вас не уйдет. Не уйдет. Голодные собаки убегают от женщин, или от мужчин, или от своих хозяев. Сытые собаки не убегают. Только человек, в отличие от собаки, он имеет несколько элементов голода. Чувственный голод, голод сознания и голод, скорее всего, сексуальной привязанности. Вот такой. Поэтому, когда женщина становится грубой, вульгарной, ее жизнь становится такой, что она все время пытается проявить претензии к этому человеку, в вашей семье есть недоверие, то тогда шансов, наверное, нет никаких. То есть она не может держаться на сексуальных отношениях, она не может держаться на разговорах каких-то, даже на интеллектуальности какой-то и даже на собственности. Я могу еще раз сказать, мужчина не уходит обычно к другой женщине. Сначала он уходит от этой женщины, с которой он живет. Мужчины слишком концептуальны, чтобы уходить к кому-то. Они не могут это сделать. Им для того, чтобы уйти к кому-то, мужчины просто как ступеньки. Многие женщины этого не понимают. Вообще женщины считают, что все мужчины одинаковые и очень заблуждаются в этом. Мужчины, к радости моей или к сожалению, очень разные. Но мужчины и их сознание похожи на ступеньки. Мужчина не может перескакивать из ступеньки на ступеньку. Он должен быть обязательно последователен. Мужчина так устроен, что наше сознание очень концептуально. Мы ставим печати. Вот так сказала печать, значит, она всегда так говорит. Вот так погладила печать, она мне всегда только так гладит. То есть у мужчин везде печати. Они все клеймят. Точно так же и у мужчин расходятся. Он не может уйти к подруге, он должен сначала уйти от вас. А вот как уйти от вас, он должен найти повод. Если повода не будет, мужчина не уйдет никому. Не сможет. Вы знаете, я уже давно работаю с людьми, и вот был даже мужчина такой, который пришел, а он не знал, что я работаю с его женой, и после этого говорит мне такие слова: Андрей Андреевич, я очень люблю другую женщину, она молодая, красивая, в постели, но я не могу решиться уйти от своей женщины. Почему? У меня нет никакого... Пусю, я прямо глаза вытаращиваю и говорит, ну вот, меня мучает совесть, я уже не знаю. После этого какое-то время происходило, а потом он ко мне приехал и говорит,
Пожил я с одной, с другой и решил, что мне моя ближе, и буду со своей. Почему? Все понятно, она нормальная. Кто я начал ездить, а у нее то психи, то как его, MacBook мне купи, iPhone купи, а моя ничего не хочет, она всем довольна, у нас все есть. Я буду со своей жене такие выводы не говори, хорошо. Просто подари любимой жене шубу и живи счастливо. В своей лекции этой я не хочу обидеть того человека, который задал мне вопрос. Я не говорю, как у этого человека это происходит. Я говорю о том, что такое возможно. То есть это не буквально я говорю, что там он уходит от вас и уходит к ней, или уходит напрямую к ней. Я могу сказать, что если в семье есть доверие, чувствует три элемента, и мужчине очень уютно, очень удобно, ему не к чему пристать, то он не... Есть хороший фильм с Филатовым и Догилевой, называется «Забытая мелодия для флейты». Там очень хороший момент есть, когда жена этого Сережи, то бишь Филатова, приезжает к этой Догилевой, я не помню, как ее звали в этом фильме, и сказала следующие слова: «Запомни, детка, с одними встречаются, а с другими живут». Вы представляете, она была абсолютно права. Почему? Так устроен этот мир. Если мужчина выбрал женщину, если он с ней живет, и нет претензий, если отсутствует «а ты», и очень-очень удобно, то есть интимные отношения, есть что кушать, никто не предъявляет никаких претензий, нет критики бесконечной, и есть чувство, кто-то хочет для кого-то что-то делать, при этом мысли сосредоточены на том, чтобы созидать, а не разрушать. Обычно это так в таких семьях и происходит, то обычно из этих семей никто не уходит. У меня была такая семья, там, где женщина очень поправилась. То есть он женился на женщине, в которой было 62 килограмма, а после того, когда она родила двоих детей, в ней стало 162 килограмма. Прошло какое-то время, она начала стараться худеть, что-то стараться делать и так далее. А потом как-то во время того, когда она покупала очередные продукты, пришел муж и говорит: ну, вы же печень лечите. Я говорю: да, и хочу, чтобы вес немножко сбросила. Он так рассердился и говорит: не надо вес сбрасывать. Мне очень нравится. И она говорит: ну, мне же самой тяжело. Он говорит: ну, хорошо, но только немного, хорошо. Я говорю: почему вам не нравится или нравится? Он говорит: ну, потому что, когда она была худая, у нее ни попы не было, ни груди. А сейчас у нее и попа, и грудь есть, и мне она нравится больше. Я говорю: вот надо же, попала как нужно. Поэтому, скорее всего, он хотел этого, а она не поняла, знаете. А то, что хотел муж, наверное, произошло у жены. Вот так. Наталья пишет: Андрей Андреевич, здравствуйте, с характером согласна. Как повернуть к себе фортуну? Я родилась в воскресенье, очень везуче. Но если нужно принимать решение, оно всегда неправильное, или это связано с интуицией? Давайте я вам скажу. Дело в том, что фортуна, вот смотрите, у меня плохое настроение, я после этого выхожу на улицу, а на улице только прошел дождь. Я иду и хочу обходить лужи, но в 3 из них я вступаю, и после этого... Скажите, мне везет или нет? Мне везет. Потому что все люди прошли, никто не вступил ни в одну лужу, а я вышел и вступил в каждую лужу. Потому что мне везет. Представляете, поле, и там нечаянно тракторист сходил в туалет. А я еду из города Харьков в город, допустим, Киев на машине. И вот я решил остановиться между этими двумя отрезками, это настоящая история, извините за подробность. Я решил остановиться между двумя отрезками, и между этими отрезками, там, я не знаю, 800 километров. И вот посреди поля зимой зашел в поле, сел в машину, воняет. Почему? Потому что вступил. Вы представляете, зимой кто-то ехал, остановился на этом месте и куда-то там вступил. И я зашел и обязательно туда наступил. Вы представляете? Это же было потрясающе. После этого сел и говорю: надо же, такое везение в жизни. А что было перед этим? Когда ехал, все время злился. Понимаете, злился. Думаю: ах ты там собака и так далее. И вы представляете, это и называется быть фартовым человеком.
Естественно, когда тебе везет, то из 1000 сосулек, которых собьют, одна попадет непременно на тебя и в самое нелепое место. Поэтому в случае, если 100 раз кирпичи, если один раз в 100 лет кирпич слетел и попал в вас, это говорит о том, что вы от Бога. А почему же это не везение? Это как раз и есть фортуна, только ее антипод. Смотрите, очень сильно не везет, это фортуна. Очень сильно везет, это фортуна. Поэтому, а чем же это управляется? Не интуицией. Это управляется вашими чувствами. Если вы радуетесь, тогда радостно вам везет. Если вы грустите, тогда вам не везет. Вернее, вам везет безрадостно уже. А это одна и та же энергия, хоть везение, хоть и невезение. Это одно и то же. Хоть есть деньги, хоть нет. Это все одна и та же энергия денег, деньги, которая возникает у человека, когда он испытывает состояние радости или состояние страдания в тот момент, когда он думает, прикасается к деньгам или думает в направлении именно этого компонента. В этом, в своей первой ступени школы Кайлас. Андрей Андреевич, можете, пожалуйста, вспомнить нам обряд с бананом, чтобы мужчина ушел от женщины? Спасибо. Нет. Покупайте семинары. Вы понимаете, все эти инфопродукты, они у меня имеют платную основу. Вы что хотите, чтобы я вот так вас бесплатно принял во время вот таких вебинаров и после этого еще и дал вам какие-то рекомендации? Так не будет, друзья мои. Вы оставляете мою семью абсолютно без хлеба. Но вот, пожалуйста, отправьте мне сейчас каждый по $100 США. Мне очень сильно надо. Я себе решил новую Mercedes ML 350 вместо черного белый купить. И хочу, чтобы сейчас вы отправили мне по $100. Вот вас как раз здесь сейчас там 3-4 тысячи человек. Ну вот посчитаем, да, как раз мне хватит на новый салон. Ну вот отправьте, пожалуйста, мне очень надо. Ну вспомните, где у вас лежат деньги, отправьте прямо сейчас. Что вам стоит? У вас все равно есть еще. Но все равно нету, ну тогда продайте что-нибудь и отправьте завтра до обеда, пожалуйста. Вы сделаете очень хорошую вещь, отправьте, что вам мешает? Ну я вот такой наивный дурак, знаете, отправьте, я очень вас прошу, что вам мешает, что ли? А еще лучше $1000. Я считаю, что я этого заслуживаю, понимаете? Вот хотите, я даже песню спою. «Рідна мати моя, ти ночей не доспала». И водила мене. Все, на следующем семинаре будет меньше людей, наверное. Люди, я вас хочу научить хорошему. Я вам объясню чему. Найдите в себе возможность сердечного тепла. Я вам прямо хочу убедительно это еще раз сказать. В тот момент, когда вы злитесь, в тот момент, когда вы чем-то обеспокоены, найдите в себе источник внутреннего тепла и скажите себе, ради чего вы хотите жить. Это прямо совет, он очень важный для человека, понимаете? Если человек потеряет вот это внутреннее тепло, и он скажет, мне незачем жить или нету ради чего жить, то тогда он одной ногой уже в пропасти, понимаете? Тогда дни его сочтены. Я могу сказать вам, что как бы я ни злился в своей жизни на кого-либо, вот смотрите, как люди устроены. Вы злитесь, там с кем-то поругались, в метро поругались, с близкими поругались и так далее. И вы умудряетесь это носить 1 день, 2 дня, 3 дня, не понимая, что это самое страшное, что может с вами произойти. Почему? Энергия вашего сердца – это энергия, которая похожа на светильник. Когда вы обижаетесь на кого-то, вы светильник прикручиваете. Вот если он погаснет, то тогда погаснет и ваша жизнь. А светильник, он раскручивается. Когда очень сильно его раздуть, то тогда тоже быстро перегорит, потому что бензин не вечный. Есть такие женщины, которые так хотят искренне помогать своим детям, помогать окружающему миру, помогать всему миру, после этого перегорают быстро и умирают. Слышали о таких мужчинах и женщинах? Вспомните Высоцкий. А есть такие люди, которые стараются контролировать. А вот есть такие люди, которые могут обидеться и после этого каждый день вспоминать. Знаете, подливать этой кислоты на свой светильник и после этого его
заглушать, заглушать, заглушать. Когда нужно раздувать этот светильник? Я вам могу дать вот такой вот обряд. Он сделает вас абсолютно счастливыми. Каждое утро просыпайтесь, говорите себе слова: «Я счастлив, потому что в моей жизни есть», и дальше произнесите вот эти слова. Они ваш светильник раскочегарят. Или же старайтесь в тот момент, когда вам обидно, старайтесь найти возможность почувствовать тепло в середине в своей груди. Старайтесь почувствовать тепло в середине своего сердца или в середине своей груди, что правильнее. И тогда вы найдете возможность быть более теплым человеком. Скажите, где приятнее находиться? Рядом с камином, у которого будет температура плюс 20, или рядом с льдинкой, у которой температура минус 20? А ведь одно и то же. Скажите, с кем будет приятнее жить? С мужчиной, который минус 20 холода, или с мужчиной, который плюс 20? Ну вот, наверное, это как бы само по себе подразумевает, что если плюс 20, то все равно лучше, чем минус 20. Вот минус 20 – это бесконечные обиды. Это человек злится, бесконечные обиды. Вот смотрите, вы смотрите телевизор, и там есть какой-нибудь фильм или какой-нибудь семинар, сериал. И во время этого сериала или во время этого фильма вы без конца обижаетесь даже вместе с тем актером или актрисой, которые участвуют в данном фильме. Вы не понимаете, но в этот момент вы охлаждаете свое сердце. И вы становитесь ненужными тем людям, которые рядом с вами находятся. Просто смотря информацию о том, как воюет АТО, о том, как кто-то там виноват там, за то, что отключат там в России или в Украине этот ВК и так далее, люди начинают обижаться, и что они начинают делать? Злиться. Вы представляете, вы смотрите, обсуждаете, и у вас происходят разрывы в семье. Из-за этого. И никто не проведет никакую аналогию. К вам внуки не захотят приехать. Почему? Потому что к бабушке, у которой температура души плюс 20, приятнее приезжать, чем бабушка, у которой души минус 20. Вы представляете? А вот заменить это очень несложно. Эта энергия, ей все равно, откуда вы взяли вот эту злость, ненависть, ей все равно. Взяли вы это чужих жизней или каких-то событий, которые вас не касаются, или это получили просто в ходе своей собственной жизни. Для вот этой энергии это не имеет принципиально вообще никакого значения. Поэтому здесь очень важно просто сосредоточиться на том, насколько вы теплый человек и насколько вы беззлобный человек. Если человек в себе найдет вот это тепло, то тогда в жизни начинает вести ему по всем абсолютно параметрам. И человек говорит: а если меня все время говорят «а ты», нужно сказать: а что вы отвечаете взамен? Человек говорит: а я говорю: а ты. Мне же нужно доказать свою правоту. Ну вот это уже неправильно. Почему? Потому что нужно сесть и сказать: давай мы вместо «а ты» заменим это словом «мы» или «наши». Вот как в нашей семье. Я обычно в нашей семье говорю такие слова. Я говорю: наши дети, наши болезни, наша еда, наши деньги. И вот стараюсь, чтобы все в нашей семье, сыновья мои так говорят, девочки маленькие еще не умеют. Но все равно я говорю: это же наши дети, все, значит, смотрят. Это же наши посуда, все, значит, моют. Ну а что делать? Наш мусор вместе выносим. Ну если это наши, значит, мы это все вместе делаем. Правильно? Одна семья большая, 7 человек, одно я, значит, наши. Вот так и живем, представляете? Что это за обряд? Где его взять? Началось. Доброго вам дня, Андрей Андреевич. Очень понравилась первая ступень в плане практичности и своей эффективности, несмотря на простоту. Также занимаясь духовными и энергетическими практиками. Не понаслышке знаю, в каждой простоте есть своя сложность. И, конечно, в жизни не всегда поступал верно и правильно. Я бы хотел просить вашего совета. Однажды сделал себе небольшое тату. В виде треугольника, загнутыми вовнутрь концами разных цветов. Время имею в виду как 3 благодетели. Со временем красный цвет исчез, как будто его и не было. Я понимаю, что тату может дать. Человеку или на человека татуировка не воздействует никак совершенно. Никак совершенно. Поэтому вы можете наносить на тело все, что угодно. В случае, если это не имеет элементов обрядовой магии и перед нанесением данной татуировки не было
какого-то совершено обряда, то данная татуировка на теле человека является продолжением его кожи и никакой энергоинформационной утягощения не ведет. Поэтому могу сказать, в случае, если у вас на теле черепа, если у вас на теле там пауки и так далее, то вы не станете плохим человеком. Также можете знать, что если ваш ребенок сделал татуировку на щеке в виде черепа с проколотым сердцем, там, с там, выколотыми глазами, ничего в этом страшного нет, он за счет этого плохим не будет. Почему? Татуировки не делают жизнь человека хуже, ну, только к нему могут быть отношения немножко хуже, знаете. Ну, не очень хорошо. Переселяюсь, уже который день злюсь и обижаюсь на мужчин и с трудом принимаю, что эта ситуация мной самой смоделирована. Стараюсь тут быть ни при чем, но обида уходит с трудом. Старайтесь обиду растопить. Не нужно контролировать обиду. Старайтесь обиду растопить, как я научил вас, и старайтесь говорить вместо слов «я обижаюсь», старайтесь говорить «я уважаю». Почему? Любые события – это события, которые созданы Богом для вас. Уважайте события, которые создаются Богом и даются вам. Вот вчера я очень сильно поругался со своим юристом, и после этого, когда выключил телефон, я не извинялся перед ним, потому что я на него ругался плохими словами. Я говорил, что я уважаю то, что он делает все равно. Ну, это я уважаю. Я уважаю его позицию, я уважаю. Почему? Бог уважает всех, понимаете? Он уважает бомжей, уважает еще кого-то. Так и я стараюсь двигаться по направлению к Богу. Я уважаю каждое качество каждого человека. Но при этом я разделяю немножечко и делаю это так. В случае, если мне человек не нравится, и я не хочу больше с этим человеком встречаться, то я стараюсь этого человека удалить. То есть я ему отказываю, после этого человека вычеркиваю, заношу в черный список и так далее. То есть если мне кто-то не нравится, я имею право второй раз с этим человеком не встречаться. Правильно? Поэтому были такие люди, которые там хамили или как-то там вели. Точно так же я поступил с юристом. Я его внес в черный список, заблокировал номер. Хотя, по идее, этот человек все-таки должен был бы, как бы я раньше думал, извиниться, прийти к какому-то консенсусу и так далее. Но я решил, что жить как раньше я не буду уже много лет назад, поэтому просто решил, что этот человек не является частью моей жизни. Мне легче этого человека убрать из моей жизни, чем хоть когда-то с ним еще раз пересекаться. Правильно? Ну вот так и живу, знаете, удобно. Ой, как удобно, вы даже не представляете, так удобно. У меня был человек, этот человек занял у меня $1000. После этого я спустя год позвонил этому человеку, а занял, потому что ему действительно очень нужно было. Это было очень давно. После этого позвонил я ему и говорю, ты мне отдашь деньги? Он говорит, нет, у меня сейчас денег нет и так далее. Я говорю, ну хорошо. После этого я его занес в черный список, он мне больше никогда не смог дозвониться. Почему? Потому что я больше не хочу общаться с тем человеком, который мог гипотетически или смог еще обмануть меня. Это же он сможет обмануть меня и второй раз. Тогда зачем мне это нужно? Правильно? Он, скорее всего, отдаст, потом еще раз попросит. А мне легче без таких людей. После этого, если человек позвонил и говорит, займите мне деньги, я говорю, я до завтра подумаю. После этого, когда выключился, занес его в черный список, конец. Удобно. Говорю, у тебя есть залог, нету залога, все, до свидания. Позвонишь завтра или там. И после этого никто никому не позвонит. Почему? Зачем мне это нужно? Я ученик и член РТ. Мне директор агентства недвижимости приглашает возглавить направление продаж новостроек. У меня есть опыт работы и продаж в этой сфере. Я очень уважаю этого человека, директора, но перед раскрещиванием после тяжело. Стоит ли браться за эту работу? Благодарю. Стоит, да. Невестка умница, шьет красивые вещи, а продать не может. Она не тем занимается, она тем занимается. Просто шить и продавать – это два разных умения. Если вы шьете и не умеете продавать, то пусть делает страницу ВКонтакте, пробует это продавать в интернете, делает коллекцию, выносит на рынок. Ну вот так вот, по-другому не бывает. Но ищет того, кто мог бы для нее в интернете это все делать. Вот хороший вопрос задала Наталья Сиракурова. А у человека отдать долг второго шанса нет, я вам скажу. Это человек, мой сосед. Мы живем по соседству, и он меня видит постоянно.
Когда я иду на работу, когда я прихожу с работы, он меня видит. То есть у него шансы есть ежедневно. То есть он, если бы захотел, отдал бы мне этот долг уже 1000 раз. Уже прошло лет 10. Вы представляете, он меня избегает, за это время он постарел и так далее. Но я не заморачиваюсь. Почему? Для меня он просто человек, который когда-то мне не отдал деньги, понимаете? Ну, а я для него, наверное, человек, которого нужно избегать. Как у нас может решиться конфликт? Он, скорее всего, должен меня в чем-то обвинить. В чем обычно обвиняют люди? Они говорят, он и так жирный, там, вон лаковые туфли носит, у него там часы дорогие, там вечно там на машинах дорогих ездит и так далее. То есть он должен меня как-то оклеймить, знаете, сказать, что я нечестным путем зарабатываю там и так далее. Но он же себе должен объяснить, почему он так поступил, правильно? Не могу оплатить взносы РТ. Проблема с картой Сбербанка. Платежи нормально. Ну, я не знаю. Свяжитесь с нашим центром поддержки или с моей супругой Софией. Здравствуйте, но пин-код не действителен в моем профиле. Ребята, я ничего в этом не понимаю. Вам необходимо связаться с центром поддержки. Свяжитесь с Александром Клименко или свяжитесь с Евгением Дуйко или с моей женой Софией. Не задавайте вопросы, я вам не помогу. Я, к сожалению, даже не знаю, о чем вы пишете. Можно ли подключиться к школе, читая мантру «Там Рамхаум, там Соха», одному другому не мешает? Можно, да. После раскрещивания что делать с иконами в доме? Пусть стоят. Ничего страшного. Пусть стоят, они для вас являются уже энергетически теми, что на вас влиять не будет. Нравятся вам, пусть стоят, пожалуйста. У меня знакомые есть такие, у них очень зять выпивающий был. Причем он напивался и после этого сильно дрался. У них отец такой, очень маленького роста. И после этого зять встал и начал снова кричать, и начал кричать там, я тебе сейчас как дам, я тебе сейчас зубы выбью там и так далее. И этот отец встал и говорит, хорошо, можешь меня ударить. Только давай, говорит, бей нормально. После этого этот зять ударил отца в живот, потом ударил еще куда-то с криком там, я тебе там выбью там все, что можно. Ужас, как они могут так жить. После этого отец ударил этого зятя в лицо, выбил ему 2 передних зуба. Когда зять падал, то разбил головой икону, которая висела на углу, и эта икона упала ему на лицо. Икона была большая, такая старинная. После этого со 2-го дня зять бросил пить и по сей день не употребляет алкоголь. Почему? Что-то из этих 2 элементов ему помогло. Либо то, что ему дали в зуб, либо икона, которая упала и так далее. Но говорит, что после этого, когда икона разбилась в семье, то совершенно исчезло желание у всех пить алкоголь. Ну, видите, что-то в иконе было не то. Может быть, проводили обряд молельный, где запаковали вот такую энергию неправильно. Ой, Сонечка, спасибо. Соня, любимая жена. Здравствуйте, есть холостые кайласовцы? Что лучше, кремация или захоронение человека? Лучше кремация. Почему? Захоронение это место занимает, знаете, а людей становится все больше и больше. Вообще я хотел бы, сейчас говорить рано, еще собираюсь пожить, но если кому-то интересно мое мнение, в тот день, когда я умру, я бы хотел, чтобы обязательно это сделали в виде кремации, и после этого покормили рыб. Почему? Мне хочется, чтобы я хоть в таком виде, но принес пользу еще этому миру. В последнее время у меня спад с приходом денег, но появилось несколько хороших идей по зарабатыванию денег. Все проекты реальные, но каждый требует моего внимания. И на все просто не хватает времени. Андрей Андреевич, смотрите, на сегодняшний день у вас есть вот такой Дуйко, Андрей Андреевич. Смотрите, у меня есть целый завод. Я на сегодняшний день выпускаю косметику, парфюмерию, выпускаю духи, собираюсь привозить одежду и так далее. Вот у вас есть идеи, вам, допустим, хочется что-то продавать. Обратитесь ко мне, я вам дам другие цены. То есть вот если бы хоть один человек написал бы мне, Андрей Андреевич, я хочу продавать ваши духи, или Андрей Андреевич, я хочу продавать там ваш какой-нибудь товар, то я бы не отказал никому. Понимаете, никому. Причем бы для этого человека сделал бы еще. А обычно люди просто ничего не хотят.
Они не хотят, потому что не умеют. Они думают, что такие люди, как я, должны обязательно для них найти работу, дать им такую работу, улучшить их там социальный статус, там, почитать мантру для того, чтобы ничего не делать и что-то в жизни появлялось и так далее. Ну, слушайте, ну, жизнь же должна быть какой-то разумной, правильно? Человек должен сначала получить специальность или быть каким-нибудь мастером в чем-нибудь, после этого себя в этом реализовывать. Людям так страшно, вам страшно работать на себя, вы очень неправильно думаете. Дело в том, что если вы работаете на себя, вернее, вы работаете на кого-то, давайте еще раз. Если вы работаете на кого-то, то тогда этот человек вас эксплуатирует. А до того момента, пока вас эксплуатируют люди, вы не сможете чувствовать себя хорошо. А нужно организовывать свой труд таким образом, чтобы в дальнейшем эксплуатировать кого-то. Очень часто люди, которые не понимают данного принципа, обжигаются. Поэтому когда я вижу человека, который занимается бизнесом, и начинаю видеть, как его сотрудники начинают давать ему задания, эксплуатировать его, я обычно говорю, не нужно этого делать. Вы владелец, вам нужно давать задания, эксплуатировать. У меня была очень интересная девочка, она пришла ко мне и говорит, Андрей Андреевич, я маркетолог, возьмите меня на работу. Я говорю, я согласен. После этого она принесла мне список такой, и там было написано, что вы должны сделать. И дальше дать мне отчеты, там вот это и это сделать, это и это сделать. После этого я сказал ей, хорошо, мы уже доработали до второго дня, а теперь вы свободны. Почему? Потому что я владелец бизнеса, и я не хочу, чтобы кто-то делал или давал мне задания. Бы я отчитывался. Правильно? Таким образом, если ты хочешь работать каким-то образом, то нужно давать задания, если ты владелец, и давать решения, если ты человек и работаешь на кого-то. Что обычно ждут руководители? Вы устраиваетесь куда-нибудь на работу и устраиваетесь, допустим, ну, какую-нибудь работу придумать. Вы хотите, допустим, быть поваром. Повар – это тот человек, который решает проблему приготовления пищи. То есть вы приходите к человеку и говорите, я могу решить вашу проблему приготовления пищи на вашем там пищевом комбинате. Скажите, вас возьмут на работу? Возьмут, потому что каждый человек ищет, как решить свою проблему. Люди очень часто говорят, меня не берут на работу, а какую проблему вы готовы решить? И человек говорит, какую проблему? Я могу быть сторожем. Но я сторожем не могу, потому что сторожем мало зарабатывают. А что вы ищете? А я не знаю, что ищу. Я не знаю. Ну, вы что-нибудь умеете делать? Ничего не умею делать. Но я бухгалтером когда-то работал. Но я уже не хочу работать бухгалтером, я хочу еще чем-то. Я обычно даю один и тот же совет. Такое большое количество сейчас есть всевозможных курсов. Их так много. Это курсы там совершенно любые, психолога, курсы массажистов, курсы там волосы наращивать, курсы там, ну, массажа, там каких-то лифтингов, там такое большое количество курсов в интернете, в вашем городе, логистики, там внешнеэкономической логистики, такое большое количество есть всевозможных курсов. И обычно человек говорит, меня не берут на работу, а кем ты работаешь? Да я уже и не знаю, кем я работаю. Я обычно говорю, ну так ты должен какие-нибудь курсы закончить и после этого идти работать. А женщина начинает говорить мне, ну меня уже никто не возьмет, мне 80 лет и так далее. Я обычно говорю, ну у вас дети есть, да, устраивайтесь нянькой. Вы знаете, что няньки необходимы. Вы понимаете? Но есть же люди, которым няньки необходимы. В любом городе есть люди, которым няньки нужны. Да, нянька это дорого, могу сказать, что дорого. Рима пишет, Андрей Андреевич, уже продаю ваши духи. Могу сказать, что у нас выпущены еще духи, и сейчас, раньше были от 1 до 9, а сейчас есть от 10 до 19. Да? 12 просто Диор. Подскажите обряд продажи авто, кроме тех, которые были на первой ступени. Спасибо. Я всегда говорю такие слова. Если вы не можете, только послушайте внимательно. Если вы не можете продать дешево, старайтесь продать дороже. Не делайте дешевле, вы делаете очень неправильно. Если у вас не продается дешево, то тогда делайте дороже.
Сегодня приходила женщина и говорит: Андрей Андреевич, у меня не получается, мы пытаемся продать машину, но мы ее пытаемся продать за $2600, это там бэушный автомобиль, готовы продать 2000. Я говорю ей: нет, нужно продавать ее за 3000. Если будете продавать, тогда вы продадите. После этого она сказала: ого, я говорю, вас это радует? Она говорит: очень радует. Я говорю: ну вот, теперь продадите, раз радует. Вот начало радовать, будет продаваться. А когда человек говорит: ну я ее купил за 1000, а буду продавать сейчас за 800. Ну, сразу же разум начинает сопротивляться, энергия не хочет этого. Почему? Так работал над тем, чтобы продать ее подороже. Или купить ее дорого, да. У меня был знакомый такой, у него был Мерседес. Он со своим Мерседесом покупал этот Мерседес в салоне и покупал его за 400 тысяч, по-моему. Покупал этот Мерседес за 400 тысяч или за 450 тысяч долларов. Какой-то там очень-очень дорогой. А потом через 2 года или через 3 года он свой Мерседес захотел продать. И говорит мне: я этот Мерседес не могу продать задорого, но мне его нужно продать все равно, потому что там хочется другую машину и так далее. И после этого эта машина была мертвая, потому что ее за 200 тысяч никто не покупал. Потому что кто мог купить за 200 тысяч, покупали новую из салона, а кому хотелось такая за 400 тысяч, как он покупал, ехали в салон или ехали и покупали новую. И у него получилась вот такая машина. Я ему тогда сказал слова: сделай так, чтобы она была дешевле, чем в салоне, не больше, чем на 20%. И вот получилось, что в салоне машина стоила 400 тысяч, а у него спустя 2 года стоила минус 20%. Вы представляете, он сразу ее продал. Это те люди, которые хотели купить ее за 400 тысяч, им было выгодно купить ее там с 2-летней разницей за минус 20%. Жадность играла свою роль, представляете? И после этого он продал ее дороже. Вы представляете, это такая особенность. Но это важно знать просто. Будет посвящение первой ступени? Конечно. Поменял квалификацию, прошел курсы массажист, универсал, но пока мало клиентов. Как быть? Особенность человека заключается в том, что он не понимает основ бизнеса. Основы бизнеса звучат так. Первое место – коммуникация. Человек должен обязательно работать над тем, насколько он коммуникабелен. Коммуникация заключается в том, что когда человек куда-нибудь выходит, я вам вообще хочу раскрыть вот такой секрет. Создавайте ментальный образ внешнего восприятия вас как очень радостного человека. Давайте я вам еще раз это скажу. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было очень хорошо? Создавайте внешний образ очень-очень счастливого человека. Создавайте его постоянно, старайтесь над этим работать, старайтесь проявлять образ счастливого человека, где бы вы ни находились в любое время дня и суток. Перед близкими, перед родными. Проснулись вы ночью, создавайте образ счастливого человека. Засыпайте ночью, дети, создавайте везде образ счастливого человека. Нарабатывайте ментальные сети счастья. Это проверено работает, серьезно. Вы хотите, чтобы у вас было много клиентов, работайте над тем, чтобы создавать ментальный образ счастливого человека. Улыбайтесь в магазине, улыбайтесь где захотите. Вот я вам сейчас расскажу. Сегодня я в обед по приглашению своих друзей пошел кушать. Когда я вышел на улицу, мы зашли в один ресторан. Когда я зашел в этот ресторан, девочки со мной поздоровались. Сказали: здрасте. Я говорю: здрасте. После этого зашли в другой магазин. Мне нужно было в магазин зайти. Там стояли люди и тоже со мной поздоровались. Здрасте, Андрей Андреевич, здрасте. После этого я прошел через столики и спросил у девочки: что там, дождик не капал сегодня? Она говорит: нет. Я говорю: а если закапает, что, зальет все столики? У вас же сверху нет этой крыши. Она говорит: ну, начальство не продумано. Я говорю: ну, приходите, когда будет сеточка. Я говорю: конечно. Потом говорю: как вас зовут? Она говорит: ну вы здесь постоянно, да, но я завтра приду. Почему? В каждый магазин, который находится на этой улице, на соседней улице, в метро, где бы что я когда-либо не покупал, я знаю этих людей. Почему так получается? Я с каждым начинаю заводить разговор, каждому я могу что-либо предложить. Вы представляете, я знаю всех этих людей.
Вот здесь подо мной находится Метроград, это очень большой торговый центр под землей, мы здесь в Киеве находимся. Я захожу в Метроград, могу на спор с вами сегодня пойти туда, вот здесь люди сидят, и показать, какое большое количество людей знает мое имя. Почему? Я там в аренду ничего не снимаю и не сдаю. Меня знают все абсолютно. Почему? Я так со всеми там переговорил. Жизнь такая, со всеми дружу. Меня знают в Макдональдсе, я там ем, меня знают в банке все кассиры, меня везде знают, со мной здороваются. Можно зайти в Приватбанк, он под нами находится. Меня там примут без очереди, после этого вы посчитают для меня деньги, если нужно, подождут. Я всех знаю. Почему? Потому что я создаю впечатление счастливого человека, а хочется общаться с счастливым человеком. И после этого я коммуникабельный. Смотрите, этих всех людей знаю. Я зашел в торговый центр, там мужчина торгует орешками. Я подошел к нему, говорю, орешками торгуете? Да, купил у него 2 раза орешки. А потом ему говорю, а мы занимаемся производством черники. Хотите, я вам привезу? Он говорит, хочу. Я говорю, а возьмете у меня по 300 гривен за килограмм? Он говорит, да. Я говорю, хорошо. А если сразу рассчитаетесь, то по 300. Но если будете рассчитываться подольше, то возьмите за 500. Он говорит, и за 500 возьму. Я говорю, а порошок из черники возьмете? Возьму. А в банках такой возьмете еще какой-то? Тоже возьму. Я говорю, хорошо, отлично. Почему? Все реально продал уже. Ему что-нибудь? Ну нет, конечно. Почему? Ну это не мой бизнес. Но я могу сказать вам, что именно так и заключаются договора. Именно так это все и было. Я когда-то занимался ювелиркой. Мне необходимо было распространять ювелирные украшения, и я думал так. Возьму на заводе или возьму в Китае, или возьму, я на самом деле брал в Турции. Возьму в Турции, здесь проведу обследование и клеймение этого товара, и после этого сам сделаю сеть. После этого купил там 10 килограммов золота, но не знал никого. После этого подъезжал к любому городу, останавливался на остановке, где люди стоят, трамвайной или автобусной, вылазил в окошко и говорил, не подскажете, где я могу купить обручальное кольцо? Очень хочется жениться. И мне сразу говорили, а вот там у нас вроде есть ювелирный магазин. Конец, вы представляете? Я не спрашивал ювелирный магазин, они говорили все сами. Почему? Я говорил, хочу сделать девушке предложение, приехал из Киева, но не знаю, где купить обручальное кольцо. У вас есть здесь где-то ювелирный магазин? Говорят, если там закрыто у Олежки, то едь вот туда, там, к Зире, к Свете, к Соне, там, я не знаю, кому-то еще. После этого, когда я заходил, я говорил, а я ваш новый реализатор. Она говорит, ну и что? Я хочу дать вам много золота без денег. Она говорит, сейчас позвоним хозяйке. И все, и после этого хозяйка звонила, я говорил, если хотите, можете сразу рассчитаться, цена будет такая. Хотите, я положу на 15 дней, через 15 дней будет другая цена. А если хотите, я через месяц приеду или сам кого-то пошлю, чтобы люди заехали, цена будет третья. На что вы рассчитываете? Та-да. И после этого человек говорит, мы рассчитываем на то, чтобы через месяц. Я говорю, хорошо. Оставлял, через месяц ехал обратно. С чего я обычно начинал? Да я никогда ничего не продавал, потому что я начинал вести агентурные данные этого человека. Почему? Мне интересовало, есть ли дети, что самое счастливое в жизни этого человека. Почему? Потому что я хотел быть клиентом надолго. Понимаете, мне хотелось быть клиентом надолго. После этого я подъезжал к этому магазину, открывал свой блокнот и начинал читать. Так, это Алина, у нее дочка. Дочка должна была в институт поступить. Дальше Алина очень в церковь ходит, там еще что-то, это же ее все разговор. У нее нога болит. Заходил и говорил, Алина, ну как ваша ножка? Ой, до сих пор болит. Конечно. Как ваша дочка поступила в институт? Да, Андрей, вы представляете, поступила в институт. Молодец. Ой, я вас так поздравляю вообще. Как же вы теперь будете на 2 фронта? Так мне было все равно. Как вы будете ездить и в магазины туда, и есть же сумки возить надо. Да, да, так тяжело. Почему? Потому что я хотел быть долгосрочным клиентом. Так вот, что произошло? Я это все дело запустил на протяжении нескольких месяцев, а потом нанял людей, дал им свой товар, и они ездили вместо меня. И у них ключевое слово было название компании. Они заходили и говорили, мы от Андрея Дуйко. Говорили, о, заходите, заходите. После этого, когда эти люди отошли от меня, то есть им дал кто-то товар, и они решили сделать такой же бизнес. Почему? Потому что уже наработанная дорога, ну я условно назову, в магазинах все меня знают,
и можно было продать такой же товар, только дешевле. Это очень большие деньги. То эти люди попытались это сделать. Они начинали заходить и начинали говорить: мы от Андрея Дуйко. После этого садились и начинали смотреть товар, а им говорили: надо же, этикетки же Дуйко не написано. Они говорили: нет, нет, это у нас теперь другой товар, мы уже будем работать на других людей. Им говорили: нет, мы с Дуйко работаем. И все, представляете, из 200 человек обычно 195, там, 180 человек отказалось работать с этими людьми. Почему? Потому что коммуникация все решала. Коммуникация. Когда вам страшно, вы берете телефон, то знайте, это и есть начало вашего успеха. Я так обучал своих детей, я говорил: что ты боишься делать? Я боюсь выступать перед публикой. Так вот, когда ты будешь выступать перед публикой и будешь бояться, знай, это начало твоего успеха. Знай это, знай, вот оно начало. Потом будешь вспоминать, как я сейчас вспоминаю спустя годы, и жалеть, что тогда не протащился по полной программе от этого страха, который был. Потому что было так страшно, но все равно приходилось, и все равно, и это было началом успеха. Почему? Потому что нужно так и начинать с успеха. И я говорил: но это начало успеха. И вот так вот заходил куда-то, говорил: страшно, но нужно. Почему? Каждый достигший чего-либо человек – это человек, который многократно переступил через свои страхи. Не один раз, а многократно, сотни, тысячи раз, миллионы раз. Миллионы раз переступил через себя, понимаете? Не схамил, не схитрил, а переступил через себя. Мы видим людей, говорим: надо же, они такие знаменитые и так далее. Неправильно, нужно говорить: мы их уважаем, потому что это люди тысячи раз переступили через свои страхи. Каждого взять, артиста, певца, политика, человека, который сделал какие-то шаги, которым восхищаются все. Это человек, который в очередной раз переступил через свои страхи. Представляете? Андрей, ученица школы Кайлас, много лет продаю элитную косметику. Сама продаю. Меня интересует цену ваших духов и ассортимент. Наталья, свяжитесь со мной ВКонтакте или напишите мне письмо, я вам все напишу. Вот здесь есть вопрос, пишите туда, я все сегодня прочитаю, вам отвечу. Скажите, пожалуйста, кто знает запись, может посмотреть, не понял. После обряда раскрещивания очень болела голова, правая нога. Еще мне предложили пойти на старую работу. Не знаю, как поступить. Не нужно. Уже месяц во дворе идут парковочные войны. Одни соседи ставят машину так, что больше никто не может припарковаться. Уже дошло до серьезного конфликта. Возможно, есть способ с помощью эзотерики решить проблему так, чтобы было всем хорошо. Спасибо. Ставьте свою машину в другом дворе. Обычно, если войны ведутся, и они уже начались, то они обязательно заканчиваются кровопролитием. Это обязательное условие ведения любой войны. То есть это либо сожгут машину, либо кому-нибудь голову разобьют, понимаете? Почему? Потому что весь дом знает. Вот если бы это тихонько там: а ну-ка пошел, та сама ты там пошла, то тогда это бы никого не цепляло. Я знаю, как обычно это происходит. Это обычно происходит, потому что одна женщина ставила машину, другой женщине не понравилось, и после этого одна другой сказала, но при этом позвонила своему мужу. Мужу стало обидно, он какой-нибудь там модный перец. После этого этот модный перец позвонил тому мужу, который был модный перец, и теперь они начали войну. Или эти женщины, наверное, сами уже недовольны, что они в это ввязались, и война начинает идти. Обычно начало таких остервенелых военных действий заключается в женщинах. Я вам могу сказать, женщины, если у вас есть конфликты, не вздумывайте никогда подключать мужчин. Это самая большая глупость, которую вы можете сделать. Почему? Мужчины, воины, мы настроены на то, чтобы воевать. Мы не настроены на то, чтобы как женщины выяснять. То есть женщина думает, что мужчина придет и будет там рассказывать, объяснять и так далее. Так не будет, потому что мужчины, они так устроены, что им приходится выполнять какие-то решительные шаги. Мы концептуальны, нам хочется что-то сделать. Поэтому если жена там говорит: меня обозвали, то он уже сразу же думает элементы мести. То есть там кого убивать, арматурой ударять и так далее. Понимаете?
Поэтому не нужно этого делать. Почему? Потому что, скорее всего, кто-то сильный найдется, и после этого ваш же муж пострадает, понимаете? Любите своего близкого человека, не вступайте в полемику. Кто-то ставит эту машину, пусть подавится и ставит дальше. На здоровье. Самое интересное, что можно сделать, это объединить этих людей. Объединить, сказать, давайте, соседи, мы все вместе обустроим эту площадку и все вместе вложим деньги. На этом месте будут стоять только машины тех людей, которые вложат в это деньги. И потом поставим плакат, мы вложили деньги, забетонировали это наши места. Вот когда вы начнете собирать деньги на бетонирование вашего двора, то окажется, что это нужно только 3 людям. И после этого остальные будут знать, что они не ставят машину, потому что бетонирование не было произведено ими. Доводите все либо до состояния денег, либо благоустройства и так далее. У меня такое было когда-то. В одном дворе, и после этого необходимо было ставить машины. После этого прямо во дворе вбили такой плакат и написали: на обустройство двора давайте сбросимся по $1000. Что вы думаете, много людей захотело? После этого те, кто захотел, завезли бульдозер, сделали красивый двор, начали ставить машины, и уже не было вопроса. Просто когда кто-то говорил, что это ты ставишь, им говорили: я здесь деньги платил, а ты кто такой вообще? Что ты говоришь? Давай плати деньги или уходи, и все. А еще никому не принадлежит. Поэтому ставить во дворе можно кому угодно, как угодно и где угодно. Понятно? Но это обычно заканчивается вот как. Обычно это заканчивается тем, что горят машины, заканчивается жизнь. И это так глупо вообще. То есть я не знал, как поставить машину, а другого это так цепляло, потому что он был надутый перец, что его зарезал в подъезде. Или выстрелил в него из пистолета, или сжег машину стоимостью $300 000. Кто победил? Кто в итоге победил? Один будет с грехом жить таким всю жизнь, второй полностью, знаете, дети останутся у кого-то голодные, чья-то семья разрушится, у кого-то будет удар. Скажите, ради чего? Где взялись эти амбиции? Ради чего это? Я всегда удивляюсь водителям. Водители очень часто подрезают, после этого начинают в окно кричать. Но я не могу этого понять. Где теряется логика? Почему человек становится нелюдем, когда садится за руль автомобиля? Ну почему нужно обязательно становиться не человеком? Ну вот люди идут по улице, и нечаянно кто-то на кого-то натолкнулся. Так бывает. Но не дерутся ведь сразу. Вы часто это замечаете? А что, мы не наталкиваемся иногда на кого-то? Я сегодня из банка выходил, нечаянно натолкнулся на другого мужчину. Ну, натолкнулся, извинился, пошел дальше. Почему? Это нечаянно. Извините, сказал, дальше пошел. Но что же такое происходит, когда начинают вот так себя вести? Это что, дорога – это место для особо отъявленных каких-то, я не знаю, там... Ну, что это такое? Я хочу сделать символ стату, взятым из тех, которые вы дали в Sunshine Bogast. Подействует? Нет, нет, не подействует. Это Sunshine богатство, это Sunshine, солнечный свет. То есть эти символы, их нужно представлять в виде солнечного света. То есть если вы пришьете к себе кусочек золота, этот символ, его можно сделать в виде золота на своем теле как-то. То есть если может быть это золотая татуировка из золотых нитей, ну тогда да. А если... символ, ну где же здесь sunshine? Здесь sun нету, и шайна тоже нет. После обряда раскрещивания на следующую ночь мне приснилось, что я... Да что это вы еще мучаете меня этими обрядами? Вот так вам проводи. Где вместе со мной много людей, а во главе сидите вы, Андрей Андреевич. Это... Извините, это я вам порчу навел. У меня знакомая продала дом дорого, через полгода покупатели подали в суд и отсудили 300 000 рублей. Как продать квартиру дорого, чтобы избежать подобного? Я не знаю, такого не должно происходить, если все документы в норме. Вы знаете, вы сейчас спрашиваете у меня, где-то как у юриста, я, к сожалению, ответить на данный вопрос-то не смогу. Также я могу сказать, что не все так чисто было с этим домом, если, продавая дом этот, отсудили потом. Значит, не все так чисто было. В России, в своем городе, открыть ваш завод и быть полноценным помощником, если вы пожелаете. Лично я могу сказать,
На сегодняшний день стоимость завода где-то 1 миллион долларов США. Это 1 200 000. Если вы готовы взять на себя половину стоимости данного завода, то есть давайте мы эти конвейера купим, упаковку и так далее, то я готов поучаствовать. У вас есть 500 000 или 550 000? Как я рекомендую это сделать? Вы приезжаете, я приезжаю, достаем деньги, я вам свои показываю, вы мне свои. После этого берем человека, который работает над организацией этого всего и запускает это все. Зачем мне помощники? Вы получаете деньги с этого завода, я получаю. Конец. Если подходит, со мной связывайтесь, будем дальше разговаривать. А если я хочу, чтобы вы открыли завод, я буду на вас работать, так это вы мне задание даете, понимаете? Мне это не интересно вообще. Я и без вас открою, знаете. Если бы мне это нужно было, я бы открыл. У нас совершенно по-другому сейчас идет все. Я сейчас делаю документы, которые будут продавать это в Евросоюзе. После этого я с этими документами смогу продавать и в Российской Федерации. Почему? Потому что в Российской Федерации, как ни странно, и в Украине это дороже стоит, чем сделать эти документы в Евросоюзе. Вот и все. Аж печально становится, понимаете? Я в Евросоюзе сделаю с компанией по 500 евро за каждый препарат, а в России я заплачу по 1500 долларов. Разум есть у этих людей для того, чтобы сделать просто сертификацию данных препаратов на территории России. Конечно, мне лучше сделать в Евросоюзе и после этого продавать их сначала в Евросоюзе, а потом с евростандартом или евросертификатом приезжать на территорию России. Тогда это будет бесплатно. Андрей Андреевич, скажи, что это такое? Слушаю шумы обретения любви 2. Власть над силами природы стала ощущать, что люди от меня шарахаются, боятся. Не знаю, что с этим делать. Это временные ощущения такие, которые происходят. Власть над силами природы – это астральная энергия. Она очень высокая. Она может создавать ощущение, будто рядом с вами находится очень горячий и плотный человек. Это как кто-то дышит в затылок. А также человека начинают бояться животные и так далее. Но не кидаться, а уважать. Но власть над силами природы... А зачем вам такой шум? Власть над силами природы – это очень специфический шум. Зачем такой шум? Разве есть же шумы обретения мудрости? Вот смотрите, насколько он интересен. Ведь интересно было бы почувствовать, как может чувствовать себя мудрый человек. Ну так лучше такой шум, обретение привлекательности, обретение мудрости, обретение паранормальных способностей каких-нибудь, там развитие ясновидения. Что вы выбираете, власть над силами природы? Где вы это берете? Андрей Андреевич, можно ли писать ваши заклинания на ремешке часов? Это не даст ничего, потому что заклинания так устроены, что они работают только в том случае, если человек их произносит нараспев. Вы представляете? А скажите, у вас есть опыт уже использования моих заклинаний? Кто может сказать, что они работают? Давайте прямо сейчас напишем, с кем сработали шумы, и не шумы, а заклинания, и кто почувствовал их действие на 100%. Просто напишите 100%. На YouTube есть вебинар по презентации РТ. Ну и что? Дальше. Влияет ли чисто эзотерический цвет автомобиля при покупке соответствием с датой рождения на дальнейшую эксплуатацию? Я могу сказать вам, что зеленые автомобили, их менее видят на дороге, чем все остальные. Зеленые автомобили, их не видно. Поэтому в случае, если вы покупаете зеленый автомобиль, на них часто наезжают, их не видят на трассе, их не видят парковщики. Эти автомобили обычно менее заметны, чем автомобили совершенно других цветов. Какие автомобили больше всего замечают гаишники? Все автомобили белого цвета гораздо сильнее замечают гаишники, чем всех остальных цветов. Так они замечают светло-голубой, желтый, белый, больше, чем черный, темно-красный, темно-синий. Какие я рекомендую нейтральные автомобили покупать? Покупайте автомобили темных цветов. Автомобили темных цветов – это автомобили, которых и видят, и к которым гаишники лучше относятся. Они никого на трассе не раздражают, не напрягают. Ну вот так. 100% слушала шумы для денег, читала заклинания для денег. Получала в этом месяце зарплату в 2 раза больше. Ура! Лиза Гурамишвили написала 100%, Касай Валерий 100%. Работает 100% Таня Афины.
А шумы работают, подскажите. Вот напишите, у кого шумы работают. Видите, и шумы работают. А коды работают с кем-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять в ситуации, когда никак не получается зарабатывать деньги. Бизнес, работа, результат через некоторое время одинаковый. Такое ощущение, как будто вы не проходите первую ступень. Я вам хочу сказать, что дает первая ступень. Там есть такой семинар, он называется «Магия денег». И обычно я в «Магии денег» объясняю о том, что существует понятие, которое называется «откладывай деньги». Помните, я говорил об этом. Понятие «откладывая деньги» заключается в том, что человек откладывает деньги, и вот сколько он отложит, столько он максимально может в месяц заработать. Люди не откладывают деньги. После этого скажите, вот смотрите, если я сейчас задам вопрос, чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? То вы мне ответите, как вы мне ответите на этот вопрос? Вот давайте, напишите мне ответ на вопрос, чем вы занимаетесь. Вот. Все работают, шумы и коды, заклинания, символы. И коды, заклинания, шумы, все работают. Шумы работают, коды работают моментально. Видите, как много людей пишет. Простые, они не очень просто работают. Я хочу, кстати, вам сказать, сайт kailas.in.ua не принадлежит ни школе Кайлас. Все акции, которые там проводятся, они не проводятся моей школой Кайлас. Шью, отлично. Депиляция, отлично. Писала депиляции. Вот, смотрите, как правильно написала Ольга Коростылева. Я зарабатываю деньги тем, что я юрист. Понятно? Вот смотрите, Рима Якобсон. Я зарабатываю деньги на организации, диагностике. Видите правильно, как пишут? Уже опытен, начинает писать правильно. Нельзя писать, чем вы занимаетесь. Нельзя человеку писать депиляции. Нужно писать, я зарабатываю деньги на том, что я депилирую людей. Ставьте себе четкое понимание того, на чем вы зарабатываете деньги. Четкого понимания, то вы будете зарабатывать как попало. Я занимаюсь эпиляцией. Неправильно. Я зарабатываю деньги на том, что я делаю эпиляцию другим людям. Я психолог. Неправильно. Я зарабатываю деньги на том, что я занимаюсь психокоррекцией для других людей. Я там специи мешаю. Неправильно. Я зарабатываю деньги на том, что специи мешаю, физически трачу свой труд. То есть вот так, до конца, чтобы четко понимать, за что ты получаешь деньги. Почему? Вы должны четко представлять, что из вашего опыта продается. Прямо четко понимать. Вы должны это понимать. Тогда это даст возможность вам сконцентрироваться на этом и делать это либо лучше, либо расширять ассортимент своего предназначения. Понимаете, это так важно просто. Зарабатываю на услугах в собственном маникюрном салоне. Супер. И тоже неправильно. Не на услугах, а что конкретно делают эти услуги. Понимаете? Когда будет выпускаться в блистерах ваша продукция ТФ, благодарю, уже сейчас выпускается. Как заработать деньги как диспетчер? Не знаю, что такое. Диспетчер. Я зарабатываю деньги на том, что я зарабатываю, на том, что я диспетчер. Я сейчас не знаю, о чем вы говорите. Не знаю, специальность такая. Наверное, вы на госслужбе. Вы зарабатываете деньги на том, что вы на госслужбе работаете диспетчером на ставке. Никак. Вы работаете уже и зарабатываете деньги, и больше вы не получите. Почему? Это ограничение. Вас использует эта машина, и вы просто на это согласились. Ваша стоимость жизни, проведенная на этой госслужбе, равняется той стоимости, которую вам выплачивают. Конец. А можно ли как-то это изменить? Можно это изменить. Каким образом? В случае, если человек начинает взращивать в себе элемент эстетизма. Я когда-то об этом уже рассказывал, помните, наверное. А что это еще такое? Элемент эстетизма заключается в том, что человек вечером может слушать музыку, там, кого я советовал, Ицака Пельмана, или там слушать музыку Рихтера в исполнении Рихтера, или там слушать Ростроповича виолончель, или там рассуждать, или читать о том, кто такой там Микеланджело, Боттичелли, Рафаэль и так далее. Чем отличаются картины Леонардо да Винчи чем отличался вообще эпоха одних художников от эпохи других художников и так далее.
Это так интересно, знаете, люди обычно к этому относятся как-нибудь, но после того, когда ты начинаешь вникать, начинаешь понимать, что это целая история жизни, очень интересные подходы, наверное, к восприятию даже мира. И это, как ни странно, эстетизм может тоже помочь человеку стать более богатым человеком. Саша, скажи, я виден там вообще есть? Да, все нормально, потому что я исчез. Ученица третьей ступени. Можно по методу слияния Дханки практиковать с несколькими людьми в день? Можно. Деньги целительством. Правильно пишете. На позапрошлом вебинаре вы так дунули на все ладилось. Можете еще дунуть. Ага. Расскажите, пожалуйста, немного об эзотерике комнатных растений. Я считаю, что комнатные растения очень уникальны. Я считаю, что есть уникальные растения, среди которых на первое место я ставлю толстянку. Я считаю, что толстянка самая уникальная из всех, имеет яркие магические действия. Если человек успешный, рядом с ним в офисе стоит толстянка, видите, то тогда она разрастается. Она за шторами там у нас стоит, она очень красивая. Зачем у меня стоит за спиной толстянка? Толстянка – это то растение, которое можно использовать в своих корыстных магических целях. Если денежное дерево. Если мне нужно, как я его использую? Если я хочу, чтобы человек начал думать обо мне или позвонил мне, я беру листочек толстянки, всовываю себе в рот и держу. После этого человек обязательно на протяжении часа звонит. Также можно привлекать в жизнь деньги. Берете, ложите в рот толстянку и сидите и говорите: мне нужны деньги, мне нужны деньги, мне нужны деньги. Или вам нужен мужчина, говорите: мне нужен любимый мужчина, мне нужен любимый мужчина. Вот так оно работает, в этот же день появляется. А если на фикус лить сгущенку, знаете, наверное, этот обряд? Если на фикус лить сгущенку и слизывать ее, то тогда желание исполняется. Я об этом тоже когда-то рассказывал. Да, берете, льете сгущенку на фикус, и после этого слизываете, и после этого желание и выполняется. Сейчас моя Соня пишет: ребята, извините за вопрос, но кто знает няню в городе Киеве, нам необходимо. Если вы няня, милости просим, у нас хорошая заработная плата. Ребята, извините за вопрос, но кто знает хорошую няню в Киеве, посоветуйте, пожалуйста, пишите в личный кабинет. Соня, нашей семье нужна няня. У нас есть дети. Заклинания работают, я за 3 месяца очень сильно изменилась. Появилась сила, зарплата выросла на 40%, стала уверенной. И самое главное, прошли страхи, панические атаки. Такое ощущение, что за спиной очень мощный тыл. А самое главное, на душе радостно, как в детстве. Ура! Здравствуйте, начала изучать ювелирное мастерство. Пойдет у меня это дело и смогу я открыть свой бизнес. Заранее спасибо. Пойдет, очень интересный вид бизнеса. Просто не повторяйте то, что делают другие люди. Старайтесь сделать так, чтобы то, что делаете вы, полностью было не похоже на то, что делают все остальные. Люди очень часто ошибаются, когда они начинают повторять то, что кто-то умеет делать хорошо. Да, можно делать точно так же хорошо, но тогда ты теряешь свою индивидуальность. Делайте лучше плохо, но по-своему. Тогда, скорее всего, вы найдете тех людей, которым будет нравиться только ваше. Подскажите, стоит ли ехать в Европу учиться? Стоит. В переезде в Европу, Францию или Чехию. У нас есть девочка. Эта девочка, ее фамилия, у меня есть эта девочка, она живет в Англии и приглашает всех, кто хочет, приехать к ней на обучение английскому языку напрямую, живя в квартирах руководителей, живя в семьях руководителей в институте лингвистики, английской кафедры, изучения английского языка и филологии. То есть это у них дополнительная работа, вы просто приезжаете, живете в семье, платите просто за проживание и все. Как в отеле. Им поможете, потому что у этих специалистов очень невысокая заработная плата. Они смогут изучить русский язык лучше, и вы сможете изучить английский напрямую через этих людей. Вот так, в общем. У всех все это люди, насколько я помню, очень религиозные,
они там все адвентисты какие-то или еще кто-то, вас в церковь никто приглашать не будет. Зачем это я говорю? Дело в том, что, скорее всего, никто никого не будет там соблазнять и там еще что-то делать. Знаете, как обычно это может происходить. Здравствуйте, живем недалеко от ЛЭП. Влияет это на здоровье детей? Как от этого защититься? Защититься никак не получится. Но ЛЭП действительно влияет. Оно влияет на то, что у человека появляются навязчивые идеи и панические атаки. Могут быть все на фоне вот таких ЛЭП. Также люди чаще болеют поднимающейся температурой рядом с электрическими ЛЭПами больше или гораздо чаще, чем люди, которые не работают рядом с электричеством и не живут рядом с ним. Дочь сдает госэкзамены. Можно ли почитать заклинания для увеличения памяти и талантов? Можно. И может быть, есть простой действующий обряд, как с булавкой. Благодарю. Доходы увеличиваются, причем намного легче и приятнее. Для моих учеников был специально создан вот этот сайт, а также сайт, который называется kailas.com.ua. На этом сайте kailas.com.ua и на сайте Дуйко Гуру в практиках школы находится огромное количество всевозможных рекомендаций, которые я периодически выкладываю. Там и мантры для ума, пишите развитие сознания, улучшение памяти или просто пишите память, сознание, там, мозг и так далее. И после этого там такое большое количество рекомендаций. Там находится очень много статей на сайте kailas.com.ua, количество статей около 2000. Таким образом, 2000 статей с невероятным количеством рекомендаций и так далее. Там можно целую книгу издать на фоне только этих статей. А вы давай, Андрей, вспомни сейчас. На первой ступени приобретения золотых украшений подскажите, пожалуйста, как отличить по качеству? Благодарю. Берете лупу и после этого смотрите, есть проба, качество хорошее, нету пробы, значит плохое. Что за вопрос? Продала большой дом, сейчас нет ясности, переселиться в маленький домик или в квартиру? В квартиру переселитесь. Уважаемая София Дуйко, я няня, живу в Днепре, перееду в Киев и куда угодно. Могу быть круглосуточной няней для вашего ребенка? Ну, общайтесь с Соней. Заклинания по очищению. Мне еще нужен на предприятие нужен человек, который называется технолог косметического производства. Высокая заработная плата, работа 5 дней в неделю, очень-очень интересный бизнес. Очень-очень интересный. Также, если такой человек есть вариант, что этому человеку оплачу стоимость жилья, чтобы он жил на территории Киева. Можно, пожалуйста, подробнее по двойной пирамиде? Не знаю, о чем вы говорите. На протяжении всей жизни, мне 46, я после работы употребляю 3 стопки водки, не меньше, не больше. Это вредно или можно продолжать? Нет, Дмитрий, это очень вредно. Я могу вам сказать, очень большое количество людей, вот запомните, что я скажу. Очень большое количество людей в очень раннем возрасте начинают чувствовать недомогание. То есть они начинают чувствовать недомогание утром, начинают ощущать слабость в теле, у них появляются болевые ощущения где-то и так далее. И очень часто люди начинают уже болеть в очень раннем возрасте, но они вместо того, чтобы осмотреться или изменить свою жизнь, они начинают делать вот что. Они начинают принимать кофе, они начинают выпивать вечером алкоголь. И вы знаете, что вот алкоголизм очень часто на фоне психических проблем, которые начались там 10-15 лет назад. Дальше тяжелейшие виды гипертонии, разрушение сердца на фоне длительного заболевания гипертонией. Я человеку говорю, вы с таким давлением, с такой гипертонией болеете уже лет 20. А человек говорит, ну, мне всю жизнь как-то не по себе. То голова болит, то тело трясет, то еще что-то. А я думал, что это просто вот что-то там со мной не то. Ну, так вот это просто непросто было, потому что или там у меня ногти вырастают на ногах, я вечно думала, что вырастают, потом грибки, потом все чесалось и так далее. После этого сахар начали мерить этому человеку. Я говорю, а как давно это началось? Ну, началось еще там, я, насколько помню, там мне еще 10 лет было.
То есть человек всю жизнь проходил с сахарным диабетом, и после этого второго типа, и после этого, ну вот только сейчас начали видеть это. Вообще я могу дать вам совет. Пожалуйста, обращайте внимание на свои состояния. Это нужно делать. Утром встаете. Как человек утром встает? Если у вас полноценный сон, вы легли, допустим, в 12 часов ночи и проснулись не раньше 10 утра, 10 часов. Такое может быть. И после того, ну, такого не бывает, наверное, да. Хорошо, вы легли в 12 и проснулись в 5, да. Этого очень мало, этого очень мало. Человек должен спать хотя бы 7 часов, ну, минимально. Вообще для сна могу сказать, что человеку необходимо 8 часов. Если вы выспались и утром проснулись, то у вас должно быть хорошее настроение, вы должны почистить зубы, после этого у вас изо рта не должно пахнуть тухлым, язык не должен быть обложен белым цветом, у вас не должна быть диарея, не должен быть запор. Во время того, когда вы вышли из своей спальни, и есть там ваша мама или там кто-то из близких детей, то вы должны обнять этих людей. Почему? Это же встреча. Вы утром встали, встретились. Если встретились, радуйтесь, обнимайтесь с этими людьми, они часть вашей жизни. После этого хотите что-то сделать и садитесь кушать. Если вы вечером садитесь кушать и вам хочется кушать, это хорошо. Но если вы утром садитесь кушать и вам не хочется кушать, это говорит о том, что вечером вы съели слишком много. Измените это, и следующий вечер съешьте меньше, чем вы ели в предыдущий вечер. Также, ложась спать, не надо обдумывать ничего. Когда вы ложитесь спать, единственная мысль должна быть такой: говорите себе прямо слова: устроюсь и очень сильно засну. Говорите себе, делайте такую настройку, а то вы ложитесь, о чем бы помечтать. Конец вам. О чем помечтать самое страшное, что может сделать человек? Вам что, дня мало было, чтобы помечтать? Надо это делать ночью теперь или что? Хотите помечтать, истощайте эту энергию. Садитесь в обед и мечтайте. Так, я села мечтать, и так. О чем же я помечтаю? Вот в обед мечтайте, а ночью спите. А то обычно наоборот у людей происходит. Они ночью мечтают, а потом днем спят. Название эзотерика Кайлас ТФ имеет отношение к вам? Скорее всего, это имеет отношение к моим партнерам. Вы должны понимать, что количество партнеров, которые есть на сейчас рынке Рунета, наверное, которые называются как угодно, эзотерика, Кайлас, ТФ, этих людей очень много. Хотите что-то делать? Делайте это. Вот сюда. Хотите делать что-то, делайте это на наших сайтах. Вот есть сайт, вы сейчас на нем находитесь, Дуйко Гуру. Там есть тибетская формула, да, ТФД. Там есть участие в партнерской программе. Зачем вы где-то ищете еще? Вам надо, заходите сюда, здесь покупайте все. Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите, у одних людей заклинание срабатывает быстро, а у других очень медленно. С чем это связано? Я вам сейчас объясню. Это связано с тем... Ой, спасибо. Это связано с тем количеством радости, которое есть у человека. Смотрите, идешь по улице, смотришь на человека, безрадостно идет. Вот такой насупленный, губы на уровне горла, там грудь завернута каблучком, как-то хоть в глубину, хоть вширь, знаете. После этого человек идет смурной, знаете, ничего не видит, его можно понять, я уважаю его чувства и так далее. После этого домой пришел, надулся, показал всем свою усталость, свое мнение, свою амбициозность, потом спать лег, утром проснулся надутым, выпил кофе, побурчал, сел в машину, побурчал, пока ехал, приехал на работу. Показал, какой какашка на работе, после этого жизнь, как там было в одних стихах, долбанный фонарь. Вещь для высокодуховного человека, тоже согласен. И после этого у такого человека отсутствует радость, и этот человек не видит эту радость, и после этого он собирается заниматься кодами. Принести человеку большое материальное благополучие, правильно? Каким образом это должно произойти?
Ведь, смотрите, много денег, счастливый человек, радостный, несчастный человек, грустный. Тогда что должно измениться? У человека должна измениться вся жизнь, а это огромное количество концепций, подходов к жизни и так далее. То есть у него должно измениться внутренние намерения, воспоминания, измениться, ну, очень большое количество изменений должно произойти. А если человек сам по себе радостен, то есть у него там все вызывает, у него состояние радости. Вызывает радость то, что дети растут, там муж рядом находится, жена красивая или там любимая, или красивая любимая в одном лице, что еще лучше. Там его радует автомобиль, то, как он ездит на нем, ему нравится его там, ну, в общем, человек от всего. Нравится травка, которая растет, солнышко зашло. Он кушает вкусно, никого не критикует. Вот смотрите, критика – это страдание, а уважение – это испытывание радости. То есть человек уважает другого, говорит, вот молодец, у него это есть, понимаете, почему? Я уважаю этого человека за это, и за счет того, что я уважаю, я радуюсь. Почему? Любое уважение приводит человека к радости. Таким образом, человек, накопивший радость, он может читать заклинания, и тогда все будет у него происходить. А если человек накапливает страдания, то тогда, к сожалению, такие заклинания не будут работать. Вот и весь процесс, собственно. Тогда скажите, что должен накапливать человек вообще на протяжении своей жизни, чтобы работать в эзотерике? Он должен накапливать состояние радости. Вот смотрите, больной страдает, здоровый радуется. Тогда если больной человек начнет гипотетически радоваться, то что он обретет? Выздоровление, правильно? А как у нас обычно начинают больные люди, что они начинают делать? Они заходят на форумы таких же больных людей и начинают читать, что там пишут на форумах. А что там пишут? Я лечилась этим, конец, и этот сволочь обманул, и там еще что-то, еще что-то. Почему? Там сборище безрадостных существ, которые увеличивают страдания друг друга, чтобы можно было побыстрее умереть. Что поможет этим людям? Ничего. Почему? Страдания увеличивают. Страдания, радость может вылечить любого человека. Только радость это должна быть не такая, что человек говорит, я радуюсь, ага, после этого в кармане дули крутит. Понимаете? Или я радуюсь, ага, пошла своей там попой, воздух закрутила. То есть без обсуждений, как бы естественная радость чему? Ну, всему. Этому нельзя научиться, это нельзя научиться делать сразу. Это даже невозможно сделать сразу. Этому нужно обучаться по чуть-чуть. Это духовный путь человека, который по чуть-чуть, медленно себя обучает. Медленно. Все изменения и новости сейчас, которые происходят на Украине, очень будоражат народ. Долго ли еще будут продолжаться эти потрясения? Когда будут улучшения, если будут вообще? Вот давайте я прокомментирую. Все изменения и новости, которые сейчас происходят на Украине, очень будоражат народ. Они будоражат народ, я согласен, но они не будоражат учеников школы, которые соблюдают состояние Адвайты. Понимаете? То есть у нас есть ученики школы, которые, став моими последователями, начали соблюдать состояние, которое называется Адвайта. То есть мы не занимаем позицию, которая есть на Украине, не занимаем позицию, которая есть на территории России. Мы соблюдаем Адвайту, мы даже не обсуждаем. Мне, если честно, все равно даже. Но я выработал в себе святое состояние, при котором я вырабатываю безразличие. Почему? Изменить я ничего не смогу, я даже газеты не читаю. Все я принимаю с уважением, то есть если это нужно этой стране, если это нужно этому государству, я понимаю и принимаю это с уважением абсолютно. Почему? Без комментариев. То есть я это даже не комментирую и не критикую. Почему? Мне все равно. Было там Евровидение, плохо, хорошо, все равно. А кто победил, что вы считаете? Не считаю. Почему? Вообще все равно. А что же тогда делать? Ничего не делать. Почему? Жить и радоваться. Что мало, что ли, в жизни радости еще читать чьи-то там комментарии, какой-то там выплеснутый мусор. А когда вы сказали весь народ, то тогда скажите, почему вы считаете, что весь народ? Вы что, проводили статистику? Вы статкомитет,
Когда же станет лучше? Кому лучше? Почему вы так обобщаете? Я знаю людей, которым хорошо на территории Украины. Я серьезно знаю людей, которые очень хорошо зарабатывают на территории Украины. И зарабатывают, и живут хорошо, и имеют недвижимость очень большую. И их детей не забрали в армию, и они сейчас зарабатывают большие деньги, занимаясь бизнесом. И этих людей немало, это мои знакомые. И у них есть лакокрасочные заводы, дома построили. У меня парень есть, ему 27 лет. Он уже 7 лет занимается строительством домов. И в этом году построил первый свой торговый центр. 27 лет. И нету ни бабушки, ни мамы никакой, ничего. Мама выращивала, переехали из Запорожья в Винницу. Вот с 20 лет начали заниматься строительством домов. Были какие-то деньги, там 3-4 тысячи долларов. Ездил за эти деньги обучаться куда-то в Швейцарию или еще куда-то, как склеивать там деревянные домики и так далее. Взялись, занимались, с партнером делали, сейчас сам делает. Вот развил компанию, настроил, делал правильные шаги. После этого вот сейчас ни долгов, ничего нет у человека, торговый центр построил. Уважение какое, вы представляете, насколько приятно. Почему человек говорит, что им плохо или кому-то плохо? Не нужно обобщать, не нужно. Это то, что это без просто, ну, не обсуждения этого человека. Я просто говорю, не нужно так делать. Вы делаете ошибку. Вы делаете ошибку, потому что вы всех объединяете. Это не так. Вы, получается, всех сравняли бульдозером. Не нужно этого делать. Потому что среди этих людей, которые живут в Украине, есть много людей, которые не хотят переехать в Россию. Не хотят переехать. Хотя, по идее, если так хорошо в России, почему они до сих пор сидят здесь, мучаются и не могут переехать? Что нет, думаете, возможности переезда? Или таких людей, которые там, ну, особенностей много, понимаете? То, что там показывают, не показывают, это их дело. Вы такими не становитесь просто. Не нужно всех людей равнять и говорить, когда будет лучше, когда будет хуже. Это вас не касается. Меньше внимания уделяйте этому, войн не будет, понимаете? После раскрещивания у меня появилась температура, сильно потею. Что это? Все правильно это. Расскажите про шум от злых духов, страхов и болезней. В какое время слушать? Поможет шум мне? Поможет, если слушать утром. Скажите, сколько стоит морской курс в Крым? 1100 долларов 14 дней. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, на меня свалился суд, как снег на голову, и я проиграла. Сейчас подала апелляцию. Скажите, выиграю этот суд? Не выиграете вы этот суд. Но все равно апелляция будет. Боритесь. Приобрела в школе эзотерическое целительство. Как можно получить сертификат о прохождении обучения? Вы должны со мной связаться. После этого я вам задам вопросы, и вы должны будете мне четко ответить по эзотерическому целительству какой-либо из этих частей. Отвечайте на мои вопросы, после этого сертификат получаете. Не отвечайте, сертификат не получаете. Конец. Сертификат стоит у нас там 20 долларов, по-моему. Прошло 1,5 года и перестала осуждать. Прошли депрессии, появилось желание жить. Спасибо. Пожалуйста. Кредит какой-либо банк, заявку, которую мы вчера подали. А зачем? Зачем? Вот я сегодня разговаривал с мужчиной, он приехал с Новомосковска. Саша, кстати, привет вам еще раз. И вот мы с ним разговаривали сегодня в ресторане, и он мне сказал такие слова. Он говорит: Андрей Андреевич, я живу вашими принципами всю жизнь. Я никогда не беру кредиты. Почему? Ну а смысл? Вы все равно его выплачиваете. Тогда лучше откладывайте эти деньги. Отложите деньги, после этого купите машину. Зачем вам кредит? Ведь это же то же самое. Ну неужели... Зачем на себя одевать еще дополнительно? Вот что, не переживете без машины 1 год или 2 года? Вот хочу задать вопрос. Сколько по времени вы собираетесь отдавать кредит за машину? Напишет 2 года. Отлично. Вот 2 года складывайте деньги на покупку автомобиля. Ходите пешком. И через 2 года сложите деньги и приобретете этот автомобиль той марки, который взяли бы в кредит. И будет для вас дешевле и меньше неприятностей. Но это же разумно, правильно? Как с этими квартирами. Я когда-то говорил, сколько стоит квартира? Квартира стоит 300 тысяч долларов. Хорошо. А сколько будет стоить, а сколько должен отдать? А должен буду отдать 440 тысяч на протяжении там 5 лет. Отлично. Сколько сейчас, за сколько ты сейчас снимаешь квартиру? Снимаю квартиру, плачу в месяц 450, там 500 долларов. Супер.
Теперь что ты хочешь сделать? Взять квартиру без мебели? Да. Без ремонта? Да. И после этого еще под кредит? Да. За что будешь ремонтировать? Ну, может быть, денег хватит для того, чтобы еще отремонтировать. Я тебе говорю, что не хватит. После этого что будем делать? Надо ли брать кредит? Я говорю, нет. Почему? Но мы же платим по $500, а теперь возьми и умножь эти свои там 5 или 6 лет по $500 и посмотри, какая сумма будет. И она будет меньше той суммы, которую ты заплатишь в случае, если ты возьмешь кредит. Тогда живи на съемной квартире, плати по $500 и каждый месяц откладывай те деньги, за которые ты собираешься покупать этот дом. И сделай это правилом своим, потому что там еще в кредитных обязательствах есть понятие пеня на невыплаты, еще какие-то там моменты. И после этого делай просто так. Каждый месяц из своего бюджета откладывай те деньги, которые ты должен выплачивать по кредиту. И делай это на протяжении 10 лет, снимая квартиру за $500. Это будет процентами. Конец. Это, знаете, от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Ну вот она, переменная мест слагаемых. После этого начните собирать, и все будет нормально. Человек говорит, нет, у нас сейчас таких денег нет. Тогда вообще не лезьте туда. Вообще, знаете, как обидно людям? Они брали кредиты, после этого начинали строить дома, после этого не смогли выплачивать кредиты, 6 лет вкладывали последние деньги, и у них эти дома позабирали, потому что они в договорах не рассматривали риски, и судебные исполнительные власти просто дома эти позабирали. И женщина приходит, седая, говорит, 5 лет строили дома, 5 лет их там вылизывали, все делали, мебель туда купили и все остальное. У нас забрали эти дома, и сейчас мы по 4 домам должны еще $100 000. И дома построили, денег нету, и там, ну вам же банки не писали в этих документах, что в случае, если вы не выплатите кредит, мы вам деньги, которые вы заплатили до этого, вернем. Этого нет. Ну тогда почему этого нет? Вы не посмотрели, вы же под чем-то расписывались. Мы же грамотные люди, сейчас я начну критиковать. Мы же грамотные люди, у нас по несколько высших образований. Каждый начинает кричать, мы грамотные, у нас много образований, я вообще все знаю. Что такой умный и не мог почитать кредитные обязательства тогда? А где же ты такой умный и не заметил риски? Почему тогда не ввел такой пункт в договоре между банком и тобой, чтобы было написано, что в случае, если я не могу выплачивать, пусть банк мне вернет всю сумму выплаты, которую до этого он у меня взял. А так банк забирает и выплату, ну вот вообще и залог, и выплату и так далее. Получается, банки отбирают имущество. Но это же нечестно. Получается, если вы выплачиваете в банк, то тогда выплаты должны быть вашими деньгами. Получается, вы выплачивали и не смогли. Тогда банк должен вернуть вам те деньги, которые выплачивали, правильно? Забрать тогда залог, вернуть те деньги. А так и залог забирает, и деньги не возвращает. Правильно ведь, да? А так же не происходит, не происходит. Забирают ты деньги, забирают залог. Знаете, как много горя вот эти... Я вообще считаю, но это только мое мнение, вот эти кредиты все надо позакрывать. Они не нужны людям, они без них могут жить гораздо счастливее. Такое большое количество трагедий, просто каких-то разрывов, судеб, вот такая каша-малаша. Они дали наркотики в эти страны и дали эти кредиты. Это как наркотики. Люди не хотят думать мозгами, 3 рубля зарабатывают, после этого берут непосильные кредиты, после этого просто выплачивают, влазят во что-то, после этого у них все забирают. Это ужасно. Ну ладно. Посоветуйте, как выбрать лучшую дату для регистрации брака. Может ли дата заключения брака влиять на семейную жизнь? Самая лучшая дата, которая вообще возможна в этом году, будет с 5 по 10 сентября. Поэтому, если вы хотите выйти замуж, делайте это с 5 по 10 сентября. Очень хочу на морской курс, получится. Едьте, да. Сын познакомился с девушкой, поругаются. Девушка режет себе руки, ноги. О, боже. Ноги, вены на ногах. Не до конца скажите, пожалуйста, что это психическое заболевание? Да, да, вашему сыну не нужно жить с девочкой, которая режет сейчас свои ножки и режет свои ручки. Это яркое проявление психического заболевания. Алекс пишет, нет энергии, постоянная усталость. Как поднять уровень энергии? Просыпаясь утром, делайте так. Выдыхайте как можно больше воздуха из себя. Вечером делайте так. Вдыхайте как можно больше воздуха в себя.
С открытыми глазами все делается. Утро начинаете делать так. После этого считаете. Раз, два, три, четыре, пять. Через нос. Раз, два, три, четыре, пять. И так 40-50 раз. А вечером делайте то же самое перед телевизором, только через зубы делайте так. После этого резко через нос. И тоже так 40 раз. После этого, когда спать ложитесь, закрывайте глаза, медленно выдыхайте через губы воздух, вот так, как будто играете на флейте. Делайте так 7 дней, летать начнете. Почему? Будет большое количество энергии. У меня дома все нормально, все комнатные цветы хорошо цветут, быстро растут. А внучка в ее квартире пропадает. С чем это связано? Цветы она любит. Когда у человека есть страсть, очень яркая страсть. Смотрите, когда человек чем-то очень сильно увлечен, очень сильно чего-то хочет в своей жизни, у него безумное желание чего-то, то его энергия огненная. А цветы ничего не хотят. Они себе растут, они моноистичны, они флегматичны. Их энергия, она статична. Они делятся клеточка к клеточке, клеточка к клеточке, распускаются, после этого увядают, там, новую почечку дают. Они работают по принципу спокойствия, у них нет ненависти, нервов и так далее. Поэтому в случае, если человек живет так, что у него большое количество эмоций, и эти эмоции страстные, то есть он хочет чего-то, он к чему-то стремится, он быстро рисует, прыгает и так далее, то рядом с таким человеком все цветы будут обязательно умирать. Понятно. Рядом со мной цветы не живут. Почему? Потому что я живу по принципу маловато будет, знаете. Чем бы ни был доволен, всегда хочу еще чуть-чуть больше. Морской курс очень хочу, получится. Бывают такие моменты, что трудно уснуть. Как можно быстро заснуть? Закрываете глаза и после этого начинаете можно больше выдыхать из себя воздуха, контролируя поступление воздуха в себя. Тогда вы будете засыпать быстрее. С закрытыми глазами воздуха как можно больше. Делается так. После этого сможете... Какое будущее об Абхазии? Стоит ли русским и другим национальностям держаться за проживание в этом государстве? Спасибо. Очень хочу на морской курс. Да, Абхазия будет существовать, все будет хорошо. В эту сторону. Уменьшится ли количество психической энергии после хирургической операции? Нет, не уменьшится. Очень долго не можем продать дом. Цена приемлемая, дом всем нравится. Подскажите, в чем может быть причина? Причина очень часто заключается в том, что не вдохновляет то, на что будут потрачены деньги от продажи этого дома. Не вдохновляет. Нужно обязательно разобраться, кто покупал этот дом, и после этого разобраться, вдохновляет ли того человека, кому принадлежит дом, на то, на что собираются быть потрачены деньги. Понимаете, у меня была такая семья, они не могли в упор продать дом. Почему? Потому что мужу надоело то, что его жена все время хочет уехать за границу. И вот он не хочет, и все. Он при ней говорит, да, потом вот она вышла, я его остановил, говорю, можно с вами поговорить? Можно. Скажите, вы хотите тоже выехать? Он говорит, да нет, она меня так замучила, вообще туда не хочу. Конечно, продастся дом. А кто дом покупал? На ком записан? На муже. Она говорит, мне его может переубедить. Я говорю, чувство разве можно переубедить, если человеку не хочется? А нужно продать. А что мужу нравится? Он очень сильно хочет в Беларуси. Сильно хочу в Беларуси, у меня там работа, вообще нравится эта страна. Я говорю, ну вот продайте дом для того, чтобы переехать в Беларусь. Он говорит, ну жена будет против, потому что она хочет в еврострanu. А он не хочет. Он говорит, я там языка не знаю, я там вообще никого не знаю, я туда не хочу. Я говорю, жене не говори, а то будет тебе конец дома. А как нам дом продать? Ну, я не знаю. Когда она успокоится, жена, и не будет так хотеть. И у мужа, и он очень сильно захочет переехать в еврострanu. В чем я сомневаюсь. Вы знаете, на вопрос, нужно ли мне переезжать в еврострanu, я всегда отвечаю таким ответом. Вы слышали, вот смотрите, есть такое уравнение. Плюс одно государство равняется 2. То есть это человек, объединенный с государством. Смотрите, в случае, если мы
меняем в цифре 1, смотрите, 1 плюс 2 равняется 3, да? И мы, или 1 плюс 1 равняется 2. Мы делаем так, 1 плюс 1, но меняем их местами. Меняется ли сумма? Если вы были неудачниками здесь, то когда вы переедете туда, то вы будете такими же неудачниками. Почему? Если вы успешны здесь, то куда бы вы ни переехали, вы будете успешными и там. Это особенность такая, вы представляете? С этой особенностью нужно мириться. Поэтому мы не знаем, найти работу здесь не можем, все очень плохо. Может нам переехать? Ну, конечно, у меня была история такая, муж и жена, очень красивые ребята, у них были все шансы для того, чтобы здесь развить свой бизнес в Украине. Но они после этого, закончив институты очень хорошо, уехали в Данию, где в течение 10 лет работали на человека и работали в свинарнике. Она и он. После этого приехали они спустя годы и сказали, что у нас уже есть накопленные деньги, это 60 тысяч долларов, и потерянные, а я им дополнил просто, и потерянные 10 лет жизни. А где бы мы здесь заработали 60 тысяч долларов? Да ладно. Все рассказать, как быстро заработать 60 тысяч долларов. Берете технолога, после этого берете тестомес, после этого берете технологию, как делать пищевую добавку, допустим, майонез. После этого заказ делаете майонеза, берете ингредиенты для майонеза за 1000 долларов, делаете партию майонеза, отвозите тем, кто это упакует за еще там 4000 долларов, и у вас получается майонеза там с изготовлением там на 5000 долларов. После этого берете этот майонез и реализовываете. Как? Везете его ящиками по базарам, в торговые базы обзваниваете, после этого ввозите еще куда-то, и после этого вот к чему вы придете. Майонез, в который вы вложили 5000 долларов, вы продадите как майонез, который вы продадите за 20 тысяч долларов. Отминусуйте отсюда себестоимость и посчитайте стоимость работы, возможно, аренды, возможно, каких-то налогов и так далее. И у вас получится... Людям кажется, что зарабатывать деньги сложно. Вот прямо кажется. Вот я всегда в этом убеждаю людей и всегда говорю, вам кажется, что сложно зарабатывать. Нужно настроиться на то, что это очень весело, это очень интересно. Это очень интересно. Вообще все, оказывается, продается. Травинку сорви, она будет продаваться. Вот цветочки астры общипай, после этого сделай из них порошок, сложи в кульки и продавай в интернете. 100% кто-то найдется, кто купит. Это особенность такая. Сейчас потребительская корзина через интернет, она большая. Весь мир покупает друг у друга, что хочет. Таким образом, ну, можно же вот таким образом и построить свою жизнь. Сделай что-то руками, выстави это в интернет. Получается делать это в большом количестве, найми людей, а сам занимайся только продажей в интернете. Люди все продают, пуговицы делают в домашних условиях, парики делают из сена, шубы даже перешивают. Девочка приходила, предлагала шубу, она в Киеве делает закупки бэушных шуб по дешевым ценам, за килограмм. Причем не просто делает, а еще и покупает не просто по килограммам, она покупает даже просто... Виталик, перенаберу, жди. Она не просто по килограмму, она покупает прямо даже мех. Только главное, чтобы настоящий был. То есть можно порвать вот так вот шубу, ей привезти, она взвешивает и после этого покупает норковую по одной цене, цвет не имеет значения и так далее. И я говорю, а зачем тебе это нужно? Вы представляете, она купила оборудование такое в Китае. Это оборудование, извините, это оборудование, это такое небольшое приспособление, на него одевается ткань, и после этого на эту ткань, такой ролик, на него одевается ткань, и упаковываются вот эти волосики, берутся таким инструментом, упаковываются волосики, сжимаются и приклеятся одним махом вот этой ткани. И она делает на обыкновенной ткани настоящие накладки из настоящей норки, причем из хороших этих волосиков. Потом берет машинку там какую-то, красит это все и состригает. И у нее получается красивая шуба из стриженной норки. А те шубы, которые были раньше, они были по качеству лучше. И у нее получается красивые, дорогие, блестящие. И если потянуть за мех, то вообще не отрывается.
То есть если от обыкновенной кожи потянуть, то оторвется, у нее не отрывается, только с куском материала. Я говорю, надо же, как красиво. И вы представляете, из-за того, что это на материале, а не на коже, то одев на тело, ощущение такое, как будто это просто платьечко. Знаете, вот она принесла, показала и говорит, вот так красиво. Я говорю, надо же. Она говорит, представляете, вот нечаянно начала заниматься этим бизнесом. Я смотрел в интернете, там показали, человек стоит, он, вернее, взял тесто, как блин, намазал после этого блин, вбил туда яйцо, покрутил, и после этого на это яйцо положил 3 кусочка мяса, тонко там поджаренного, завернул, разрезал и продал это как хот-дог. Это в Китае так на улице готовят. А второй то же самое сделал, только он на тесто бросил сваренную вермишель, вбил туда яйцо, поковырял это, свернул, добавил 3 соленых огурца и продал. Скажите, это похоже на бизнес? А в магазине продаются такие блинницы, они большие, большого размера. Стоит такая блинница $25-30. Поставили 5 штук на стол, поставили человека. А почему у нас нету автомобилей, которые бы ехали и продавали бы еду? Такое же можно делать. Никто не запрещает. Посмотрите, в Америке есть такие автомобили, которые еду продают. В Израиле есть такие автомобили. Нужно задаться целью и продавать такие автомобили или продавать такие мини-цеха, которые могут готовить хот-доги, шаурму, там, мороженое и так далее. Вся Америка ест уличное питание. И у нас никто не запретит. Почему? Все люди хотят есть. Поэтому если на рынок заехала такая машина, есть документы или нет, открыли двери и напродавали. Пришла милиция, заплатили. Понимаете, это все вообще очень несложно. Люди так боятся этого всего. Ой, это же надо разрешение. Вы не на то смотрите. В 60 лет уже хочется стабильности. Встречаемся с итальянцем 4 года. Будем ли мы вместе жить с ним? Я не отвечаю на компрометирующий вопрос. Что вы хотите, чтобы я ответил? А если нет? Вот смотрите, вы 4 года живете с этим человеком, да? Если вы 4 года живете, то можете рассчитывать на следующие 4 года тоже. Но выйдете ли замуж и так далее, это вообще неправильный вопрос. Живите, все у вас получается. Правда, так жизнью назвать вашу жизнь сложно. У нас в поселке постепенно сносят аварийные дома. Получим ли мы жилье в капитальном доме? Получите. Есть предложение приобрести квартиру в новострое. Стоит сейчас покупать квартиру или нет? Сказать такие слова. Насколько вы вдохновляетесь тем, что вы собираетесь жить в ваших странах? Серьезно. Вот почему люди так хотят жилье для себя? Во что устраивает зима в Российской Федерации? Ну, просто мне хочется это знать. Вам что очень сильно нравится загазованность там украинских этих дорог? Вам что очень нравится политика, которая ведется? Я не могу понять, что люди как дурные начинают покупать это жилье. Критикую людей, всех людей, которые купили, обозвал какими-то словами. Очень, очень извиняюсь. Но тем не менее, слушайте, ну неужели вас вдохновляет это? Неужели хочется, действительно на 100% хочется жить в этих странах? Есть возможности, есть выбор. Зачем вы выбираете жизнь в этих странах, в которых с каждым годом становится не лучше? Люди говорят, да, не лучше, да, не лучше. Займи денег, я уже занимал, ну мне теперь займи. Ну я не хочу занимать, ну на, все, занимаю тебе. Это ж так же неумно получается. Все возмущаются, все время страдают и все хотят дальше в этих странах жить. Ну так поездите, выберите себе страну, где жить легче и переедьте туда. Зачем здесь покупать? Ведь на те деньги, за которые можно купить в Москве, можно купить дом в Америке. За те деньги, за которые вы здесь покупаете однокомнатные в новостроях, можно купить где-нибудь в Болгарии, не в новостроях, уже там с планировкой, дома уже настоящие на берегу моря. Чем заниматься? Какая разница? Тем же, чем и здесь. Здесь вы работаете на кого-то, там же устроитесь и там будете работать на того же. Понимаете? И на это все смотришь и немножко поражайся. Просто так, реально поражайся. Людей так вдохновляет. Я понимаю, получилось там квартиру когда-то приобрести, но сейчас вы уже там в раздумьях. Ну, купите себе на старости лет в Египте, там, в Сахал-Хашише, в Шарм-аль-Шейхе, я знаю, там, в Хургаде. Там уже на старости лет поживете так, чтобы не было холода. Что
За 1 миллион 200 тысяч долларов знакомая купила дом в Тюмени. За такие деньги можно отель купить, понимаете? Отель в Черногории. Зачем тебе дом, который в плохом месте, который с плохими полами, цыгане там жили? Ужас какой-то вообще. Я ей говорю, зачем? Тебе нравится Тюмень? Нет. Тебе нравится холод в Тюмени? Нет. О чем ты мечтаешь? Мечтала жить в Испании. Где? На Майорке. Садись, вместе посмотрим. После этого вводим дома на Майорке, и там цены 1 200 000. Я говорю, смотри, вот ты сейчас купила дом, а могла купить себе дом на Майорке и жить на Майорке за 1 200 000. После этого фиктивный брак какой-нибудь заключить с каким-нибудь майорцем. И после этого жить там всю жизнь, никуда не выезжать, пить вино дешевое, кушать еду недорогую, устроиться на работу какую-нибудь и быть гражданином Испании. Правильно, да? Ну что заставляет людей совершать вот такие ошибки? Зачем? Я понимаю, несчастные, бедные, у которых там нет возможности, им ничего в жизни не светит, на работе работают и так далее. Но если у тебя получается, зачем сидеть там, где тебе не нравится? Есть же сотни стран, где можно жить лучше. Ладно, я не призываю. Конечно же, вы же, нужно говорить, мы настоящие, как это называется, патриоты, да. Мы настоящие патриоты. Выполняйте. Сейчас, когда будет это в Ютубе выложено, будет тысячу этих комментариев вниз ручки, знаете. Парень из Благовещенска выиграл, продал кота за 5 миллионов рублей в Новосибирск. Ну, сочувствую коту. Очень хочу поехать с мужем на ваш морской курс. Ваша ученица в последнее время мучает плохие сны. Как будто папа умирает. Помогите разобраться. Присутствуйте на кольце и РТЕ. Я уберу. Там я плавно работаю с теми людьми, кто в РТЕ вступает. Уберу 100%. У нас 3 детей. Планировали переезд в Санкт-Петербург, но, к сожалению, очень испортились отношения друг с мужем с последние полгода. Состоится ли переезд? Я всегда говорю такие слова. Всегда обращайте внимание на те действия, которые происходят. Если вам не дают переехать, то и не едьте. Серьезно, жизнь нужно жить, не торопясь. Это такая особенность. Не нужно стремиться жить быстро, потому что женщины иногда так устроены, они хотят все быстро, прямо сегодня, сейчас. Все, раздевайся и в постель. Так не бывает, нужно обязательно ждать. Особенность времени, оно не торопится, это человек торопится. Вот говорят, пословица, говорят, наломал, там, дров наломал, да, то есть не нарубал, а наломал. То есть это вроде и дров много, а как бы и дров нет, поэтому и говорят наломал. Там в попыхах можно там спеши медленно, там жить не торопись, там и так далее. И вот этих вот пословиц, их большое количество есть. Естественно, я могу сказать, что те люди, которые живут не торопясь, они больше успевают, чем те, которые торопятся. Пословица «дай дорогу дураку», говорят. То есть едь не торопясь. Поэтому если кто-то пикает, пропусти. Если кто-то хочет быстрее ехать, тоже пусть едут, понимаете. Такая особенность. Не торопясь можно дожить, а очень торопясь можно не дожить. Поэтому я очень часто говорю такие слова. Я говорю, не надо забирать в первый день деньги. Вот сегодня мы разговаривали с Сашей. Я говорю, да, слушай, у тебя нету, я подожду там. На следующей неделе заплатишь, там, хочешь позже заплатишь и так далее. Он говорит, а нет вопросов вообще. Я сейчас заплачу. Почему? Потому что он слышал мои семинары, когда я говорил, что мои деньги в чужих руках становятся моими деньгами и увеличивают свой объем. Поэтому он говорит, нет, я сегодня съезжу и сегодня сразу же оплачу. И не успел доехать, уже все сразу оплатил. Почему? А я не против был, знаете, чтобы это было попозже. Почему? Я не тороплюсь жить, не тороплюсь. Я ничего не боюсь и ни к чему не стремлюсь. Вернее, стремлюсь я есть к чему, а вот ничего, наверное, никуда не тороплюсь. Я хочу немножко большего, но я не очень сильно тороплюсь. Когда очень сильно торопишься, то на здоровье влияет. Качество теряется. Знаете, я, наверное, хоть и много раз я повторяю, но все равно отношусь все-таки к классу людей, которые могут зачислить себя к классу эстетов больше, чем к классу фанатов. То есть если делить сейчас общий социум, чего делать ни в коем случае
нельзя, но если гипотетически, то, скорее всего, часть людей могут быть эстетами, а часть людей фанатами. Фанат – это тот, который хочет прямо все быстро, фанат – это тот, который стремится и очень сильно старается. Я эстет, я делаю с расстановкой. Мой эстетизм, я в нем никогда не ошибался. То есть, если я сажусь, то для меня важно, и с кем сижу, и зачем сижу, и что ем при этом, и как ем при этом, и не тороплюсь при этом, пытаюсь все понять. Если еду домой, или иду домой, то стараюсь увидеть, и какая погода, и чем пахнет. Если просыпаюсь рядом с женой, то стараюсь не быстро встать, а посмотреть, и там, кто рядом со мной лежит, кому я благодарен и так далее. То есть это эстетизм внутренний. Я стараюсь, чтобы этот эстетизм присутствовал. Фанатично не объедаюсь на Новый год. Такого не бывает, что на столе очень много еды, и меня пригласили в гости. И я после этого накидываюсь и все съедаю. При этом с утра до этого или там за 2 дня ничего не ел. Такого не бывает, потому что я прихожу и ем только то, что мне понравилось и, на мой взгляд, самое вкусное. При этом кушаю по чуть-чуть, не торопясь, стараясь попробовать там какие-то блюда, которые я никогда не ел. И после этого только считаю полностью удовлетворенным себя. Ну что, я могу сказать, что эстетизм, скорее всего, побеждает в данном случае. Андрей Андреевич, ищу курсы по сыроварению в Европе и зарабатывать деньги изготовлением натуральных сыров. Получится у меня? Да, это очень хороший бизнес. У меня есть человек, его зовут Александр, он продает ингредиент. Берете обыкновенное молоко, там делаете Энни Бенни Раба, бросаете щепотку транквилизатора, который он изготовляет, у вас получается сыр. Понимаете, не нужно долго ждать. То есть очень-очень интересная технология. Он сегодня предлагал такую технологию. У папы грыжа и простатит. Операцию делать не хочет. Сможем вылечить? Сможем. У нас есть препараты аденомид. Сегодня приходила женщина с МРТ мужа. Была жуткая аденома. Сегодня принесла и говорит, надо же, от того, что было, 90 там, процентов. То есть было размером 11 сантиметров, сегодня размер там 4,5 миллиметра. И говорит, как такое может быть? У врачей глаза выпадали. И еще одна сегодня приходила и говорит, что сделали ей исследование и уже ложили оперировать ноги, потому что у нее тромбоз сосудов и с левой, и с правой части на ноге на фоне тяжелейшего варикозного расширения вен. После этого она лечилась нашим препаратом варикозин и принимала наши таблетки «Легкая походка». И после этого сегодня принесла и говорит, я вам расскажу историю, я вас слушаю. Вы представляете, Андрей Андреевич, я приехала на дополнительные исследования, и тот врач, который делал мне Доплера исследования, то говорит, надо же, да тут у вас тромбофлебита нет. Этого же не может быть. И говорит, а что вы делали? Она говорит, да неважно, что-то там делала. Такой врач говорит, вот то, что делали, продолжайте. Понятно? Ну, уважуха, вы представляете, молодец. Дочь заканчивает 9 класс, ей лучше пойти в 10? Да, ей лучше в 10. Она мечется, не знает куда, и в школе очень хочется оставаться. Пусть не мечется, пусть остается в школе. Также я могу сказать, что дети обычно не могут сами выбрать. Дайте им совет, пусть они будут теми людьми, кто в ваших глазах наиболее успешный. Вот у меня была история. Мужчина такой, у него сын учился в школе, и он говорит, я так замучился работать в милиции, у меня уже нет никаких сил. Я ненавижу эту работу, маленькие зарплаты, постоянное вот какое-то нехорошее отношение к себе, хамство. И говорит, я не знаю, так устал, не знаю, куда бы моему ребенку поступить и так далее. Потом я его через год встретил, куда поступил ребенок? Он говорит, куда? В милицию, там будет теперь милиционером. Я говорю, тебе же самому не нравится. Он говорит, и ребенку не нравится. А куда? Больше ничего не придумал. Я и говорю про себя, надо же, если бы ты был успешный, нужно было бы, чтобы он поступал. А так ты не успешный, еще и ребенка сделаешь таким несчастным. Представляете, да? Может быть, понравится, но, скорее всего, не понравится. Говорят, яблоня от яблоньки, да? У дочери долларовый кредит, ОТП, банк заберет дом. Дом не заберет. 3 детей. Ли
Очень быстро не смог прочитать. Начала читать мантры для обольщения. С мужем вообще перестали общаться. Я его еще больше стала раздражать. Что же делать? Я очень часто говорю такие слова женщинам. Женщина, она должна выглядеть как конфета в конфетти. Что это значит? Женщина часто думает, что вот то, как она выглядит, достаточно. Уже замужняя женщина, поэтому зализанные в две стороны волосики непонятного цвета, волосы на копчике и на ногах. Это нормальный процесс. Обгрызанные ногти, покрашенные довоенным лаком для обуви, знаете, там это все подходит. Там брасматик за 12 рублей, знаете. И там, конечно, одежда, которую носила прабабушка, вот еще деньги тратить. И после этого я нормально выгляжу, я же не полная. А мужчина каждый день видит большое количество женщин. То есть он рассматривает этих женщин с позиции конкуренции, да, и с позиции сравнения, наверное, со своей женой. Правильно. Скажите, ему гипотетически обидно? Обидно, он тоже хочет видеть рядом с собой ухоженную женщину. Женщина должна понимать, если женщине 10 лет, она может ухаживать за собой в течение дня 2 раза по 10 минут. Если женщине 20 лет, она должна ухаживать на протяжении дня 20 минут 2 раза за собой. Если женщине 30 лет, она должна ухаживать за собой 2 раза по 30 минут. Если женщине 60 лет, она должна 2 часа времени уделять своему внешнему виду ежедневно. Если она неделю не уделяет времени по вот этому количеству, вы считываете сумму, и после этого вот это время вы должны уделить себе. На массаж, я не знаю, еще на что-то еще. Все, без вариантов. Это такая особенность нашей жизни. Если не получается, то что делать, Андрей Андреевич? То если вам 60 лет, то вы должны 2 часа в день уделять своему внешнему виду, даже если не получается. Что же можно делать 2 часа? Это может сказать только женщина, от которой муж не в восторге. Женщине всегда есть что делать рядом с зеркалом. Берете вот такое большое количество мазей, ставите их перед собой, купаетесь, после этого мажете одну мазь, после этого смотрите на ногти, после этого на волосы, после этого в нос, после этого в уши, в глаза, красите одним, подбирайте другое, потом идете к зеркалу, одевайте одну одежду, а она вам не должна подходить. Для настоящей женщины сразу выбрать одежду не должно подходиться. Сначала 10 минут нижнее белье, потом 20 минут одежда верхняя, потом 40 минут нижняя, потому что она обычно полнит больше, чем все остальное. И последнее завершение – это обувь. Почему? Потому что обычно обувь ни к чему не подходит, а значит, нужно полностью одежду менять. И начинается снова вот такое. Вот это правильно. Это правильно, это по-женски. Поэтому женщина говорит, я опоздала. Почему? Потому что любит мужа, молодец. Потому что если бы не опоздала, значит, к мужу относится как попало. Понятно, да? Потому что опаздывал, для кого старалась? Для мужа старалась. Поэтому, когда мужчина говорит, я не могу, моя жена все время везде опаздывает. Молодец. Ты должен радоваться, она молодец. Почему? Но она хоть как-то для тебя старается, там губки. Я вам скажу так, во сколько бы я в своей жизни не проснулся ночью, у моей жены всегда накрашенные губы. Как она это делает? Перманентный макияж. Также я могу сказать, что она выглядит, вот я вот поражаюсь этим женщинам своим, я, наверное, их похвалю сейчас, я их очень обожаю. Я могу сказать так, детей, не погодки, одной 2 года, одной год, одна только родилась. Вы представляете, у нас количество свободного времени очень мало. Когда одна голодная, то вторая уже обкакалась, а третья снова хочет спать, знаете. И вот это все круговорот такой, который бесконечный. Одна ссорит, другая рисует, знаете. То есть это вот так. Еще старший сын, он еще не может себя обслуживать. Ну, не старший, а Славик.
и его в школу, со школы, он не может грязный пойти, там, туфли почищенные, книжки проверить, и там на ночь сказки рассказать, нужно еду приготовить и так далее. Ну, еще и квартира большая, к радости. И, конечно, это все вот так вот замесило. При этом, когда бы спят мои женщины по 4 часа в день, при этом, когда бы и в каком состоянии я их не видел, они всегда выглядят хорошо. Как это может быть? Я уже сегодня говорил утром, я говорю, я только спустился, когда ты успел? Когда ты успела уже расчесаться, когда успела сюда что-то прицепить, когда ты вот это все успела? Как ты это делаешь? И все, на бегу прямо, вот на бегу прямо это все происходит. Вот как они умудряются так хорошо выглядеть, так ухоженно, всегда ухоженные ногти на ногах и на руках, всегда волосы ухоженные, и никогда я не знаю, когда они ходят в парикмахерскую. Понимаете, никогда. При этом губы накрашенные, при этом ногти накрашенные, при этом никогда ничего не обломано, при этом куча еды есть. Боже мой, мне 100% повезло в жизни, вы представляете? Вот 100%. При этом и чисто, и при этом все получается, и при этом я не голодный, судя по моей комплекции. И вы знаете, у всех на все хватает времени. Понимаете, я могу сказать вам, Соня в течение дня отвечает на все письма, которые пишут мне, потому что кто-то же должен этим заниматься. Потому что ей легче, наверное, потому что мне некогда. А Света отвечает по морскому курсу и по маркетингу, и там 1000 звонков. И вы понимаете, на этом фоне успевают все что-то делать. И я удивлен, я восхищен, я все время говорю, молодцы, супер, гениально, потрясающе, понимаете. Моя Соня живот мазала во время беременности и грудь, ни одной растяжки нету. Понятно? Вот вам мои препараты. Что я могу сказать? Когда мне говорят, но ваша косметика, я могу сказать, моя косметика, такой косметики мир не видел еще, никогда. И, скорее всего, никогда не увидит. Почему? Я только делаю настоящие хелаты и сам их ложу в ту косметику, которую я разработал своими руками. А теперь смотрите, Дуйко. Вечером вчерашний день. Вечером позавчера смотрел сначала скрипку, потом дописывал книгу одну, дописывал книгу другую, готовился к семинару РТЕ, читал мантру час. Потом успел играться с детьми, успел ребенка, там, помог положить спать. При этом успел обсудить детали, там, поотвечать на вопросы, с детьми поиграться, покушать, посидеть вечером за столом. Утром проснулся, успел с детками поиграться, у меня 5 часов, успел прочитать для РТЕ мантру в течение 1,5 часа, отработал с 60 своими заказами, это по моим больным и так далее. Скажите, всего успевается. Приехал на работу, попринимал целый день невероятное количество людей, встретился с 2 нужными поставщиками, переговорил одновременно со всем, при этом почитал информацию, которая связана с косметологией, там, с амиловыми спиртами, там, нашел себе там какие-то упаковки, при этом сразу же посмотрел ту работу, которую сдает маркетолог, и дизайнер, еще кто-то, что-то сказал не нужно, что-то нужно. Тут же позвонил, узнал, была ли встреча там, связанная с документоведением, поотвечал на вопросы, которые связаны с легализацией. Сайт, который мы сейчас открываем, этот в потоке, сразу же протестировал его. Видите, на все успевается. И на все есть время, и я при этом успеваю читать. А это когда? Учитесь. Учитесь. Почему? Я не разрешаю себе апатии. Я говорю так, хватит соплей, хватит этих нюнь, занимай себя чем-нибудь. И у меня нету мыслей дурных, вы представляете, каких? Да их вообще никаких нет. Мне некогда. Мне некогда скучать, мне некогда там грустить, мне некогда, я не знаю, вообще ничего некогда. Почему? Все время занято. Самое лучшее от психических заболеваний. Будь все время занят, 24 часа в сутки. Нечем заняться, приседай, отжимайся, конец. Или беги, или танцуй. Все, вот так. То есть не позволяй себе никак останавливаться. Почему? Мы моторчики. Пока белка бегает, она живая. Легла, умерла, понимаете? Вот так вот и жить надо. Нужно постоянно к чему-то стремиться.
Почему? Или к саморазвитию. А на когда хватает? Читаю ли я заклинания? Читаю, еще и заклинания иногда читаю. Еще и пишу новый семинар, который называется «Магия денег», там какая-то часть, там «Философия денег». Еще и новых семинаров наделал, написал программу, сейчас пишу книгу, там «Ваджарное сердце Тибета». Сейчас хочу ее издать в виде как она называется, аудиокниги. Сегодня буду ехать домой, возьму с собой микрофон. Завтра утром поеду еще в Житомир, собираюсь поставить там цеха сушки. Буду покупать у всей Житомирской, Ровенской области сухие белые грибы, клюкву и чернику. Зачем? Я знаю, куда это продавать в невероятных масштабах. Это нужно. Послушайте, мне вообще ничего не нужно, у меня все есть. Но я же это делаю, правильно? Почему? Так надо чем-то заниматься. Понимаете, почему? Это такая особенность нашей жизни. Делай что-нибудь постоянно. Делай что-нибудь. Занимаюсь ли я спортом? Да, я еще и умудряюсь иногда там где-то поприседать, поотжиматься, что-то поделать. Почему? Мужчина должен выглядеть хоть как-то для своей жены, знаете. А то живот растет, то щеки. Понимаете? Но я живу полноценной жизнью. Я очень хочу, чтобы... А когда есть свободное время, я еще и рисую. Или играю на баяне. У меня есть баян, я на нем играю. Я засниму видео, чтобы вы вообще не сомневались, что я умею играть на баяне. И могу играть все, что угодно. А еще мечта какая есть. А еще мечта есть научиться играть на других музыкальных инструментах. И я, скорее всего, когда будет у меня времени много и будет совсем нечем заняться, я в своем собственном, там, я не знаю, чем, там, отеле, доме отдыха, там, базе какой-нибудь, буду изучать игру там, на каком-нибудь инструменте. Выберу что-нибудь для себя, там, виолончель там, или еще что, скрипку. Я всегда хотел играть на скрипке. Возможно, никогда не буду играть как кто-то очень знаменитый, но зато буду 100% знать, как можно на ней играть. Правильно, а что? Главное не начать петь, потому что я этого не буду. Есть намерение стать участником РТ. Временно отсутствует допуск к идентификационному номеру. Я хочу вам сказать, что идентификационные номера не нужны. Это не необходимость для вступления в РТ. Почему там нужно указывать эти данные? В случае, если у нас нужны идентификационные номера, пишите «нет». Если этих идентификационных номеров нету, пишите «нет», потому что у многих людей их просто нет. Зачем нам это необходимо? Для того, чтобы заявить о себе как о крупной общественной организации, мы должны в дальнейшем предоставить документы. И в этих документах их проверяют. И там должны быть идентификационные номера тех людей, которые в этой общественной организации. То есть мы должны показать, что это люди живые. Вот их ИНН, а там все документы. То есть все их, откуда этот человек и так далее. То есть когда мы будем заявлять о том, что у нас 1 000 000 человек в общественной организации, то слов будет недостаточно. Понимаете? Ну, куда это пойдет? Да никуда. Просто это, чтобы вы понимали, одно из условий объединения людей и организации вот такой общественной деятельности. Это не мной придуманные идеи просто. Это не мои условия, это мировые условия такие. Очень хотим поехать с мужем, поедете. Будет ли семинар «Подготовка к беременности» и беременности в целом, здоровье, эзотерика? А хотите, проведем? У нас с Соней уже опыт есть в этом. Когда сын кинет пить, кто ему поможет? Кто ему помогает начать пить? Нужно начинать с этого. То есть кто поможет сыну не общаться с теми людьми и что заставляет человека пить? Я вообще могу сказать, что люди, которые принимают алкоголь, у них есть качество, которое называется качество отсутствия удовлетворения. То есть это люди в чем-то неудовлетворенные. Я вам могу сказать, в чем неудовлетворенные. Это люди, как правило, я этих людей когда-то исследовал и могу сказать, что человек хочет выпивать алкоголь в случае, если у него есть сексуальное неудовлетворение, либо он голоден. Представляете, люди, которые хотят пить, они на самом деле очень часто просто хотят есть. И люди, которые хотят пить, они очень часто хотят с кем-то познакомиться, но у них не получается. Они не умеют и не знают, как это сделать на трезвую голову.
И этих людей можно обучить, что можно быть человеком, можно быть другим, еще и трезвым, представляете? Это такая проблема для некоторых мужчин. Она меня лично немножко удивляла в свое время. Почему? Мужчина взрослый, красивый, я не знаю, наверное, это не важно, но там состоявшийся, и говорит, что я не могу никак найти женщину, боюсь к ней подойти, что мне делать? Я говорю, ну просто подойти. Нет, мне хочется с ней познакомиться. Я делаю это так обычно. Приезжаю в ресторан, нахожу женщину, ее напаиваю до усмерти, и после этого сам напиваюсь, а потом утром разочаровываюсь, мне плохо и так далее. Я говорю, ой, боже, это так сложно, слушай. Ну, ты сказал, это так много условий вообще. Просто зачем так усложнять все? Просто познакомься с кем-нибудь на улице прямо. Стоишь на улице, ждешь, мимо проходит девушка, говоришь, девушка, вы мне очень нравитесь, я вас всю жизнь вместе. Мои глаза не видели такой красоты, как вы. После этого ждешь, она 20 минут исчезнет, пойдет накраситься где-нибудь, купит брасматик. После этого обратно будет идти, подглядывать из-за поворота, знакомитесь ли со всеми подряд. После этого обязательно, и после этого главное ее заметить. А вы ждите уже, если с одной познакомились. После этого, наконец-то, понимаете, и все, и после этого берешь ее, приглашаешь в ресторан, покупаешь букет цветов. Ну, у нас нет ресторана, тогда в киоск. А нет цветов, ну, это уже ложь. Цветы всегда есть где-нибудь. После этого берешь цветы, берешь киоск, покупаешь вкусные чипсы, сидите, делаешь пикник на обочине, там, я знаю, там что-то. Должна быть какая-то романтика. Для женщины это важно. Почему? Это мужчина, он должен показать, на что он готов ради такой женщины, насколько он готов владеть этой женщиной. Дело в том, что мужчины очень часто не воспринимают женщину как объект обожания, но они не воспринимают как объект, можно я скажу, наверное, гадко, как объект даже не страсти, а объект. То есть мужчина считает, что он может переспать, а это подразумевает, что это объект власти. То есть мужчина властный, он может переспать с женщиной, и тогда он ее покоряет и забирает. Ну вот так где-то это должно выглядеть. А обычно у нас это выглядит так. Мужчина говорит, нет, я покорять и забирать не хочу, я хочу просто переспать и куда-нибудь убежать. А это не вдохновляет женщину обычно, потому что она хочет, чтобы кто-то был ее хозяином. Ну, я так грубо сказал, но это очень похоже на правду, знаете. И после этого мужчина говорит, вот, даже у мужчин вот таких очень часто отсутствует вот это понятие. То есть раньше, скорее всего, мужчины говорили, вот хочется эту женщину, хочется ей владеть, хочется, чтобы она была хозяйкой, хочется ею обладать, я на все готов ради нее. Супер, хлопаю в ладоши, это правильный ход мысли. Сейчас мужчины, вот ее соблазню, затяну в постель. Это называется сейчас пикап модным словом. Пересплю, и с чем большим количеством пересплю, тем будет лучше. А это уже оплодотворитель. Это уже не называется мужчина. А где эта женщина, ради которой? А зачем? Зачем? Жизнь такая странная, а вдруг не понравится и так далее. Это вообще на плечи себе кого-то сажать и так далее. Но неужели в глазах не появляются такие женщины, которые хочется владеть? Почему женщины ходят такие красивые, насупленные брови и нос поднятый вверх? Объясню почему. Потому что женщина очень часто в силу своей природной в силу природного врожденного качества, она считает, что быть чьей-то – это очень престижно. Это внутреннее качество женщины. Даже холостые женщины задирают нос и ходят с насупленным лицом. Это связано с тем, что они пытаются показать всему окружающему миру, что они якобы заняты. Ошибка для некоторых молодых женщин. Как определить тогда в этом безумном мире, холостая женщина или нет? Холостая женщина, проходя мимо, всегда посмотрит глазами влево или вправо. Всегда. Если женщина идет не холостая, она смотрит только вперед. Если женщина холостая, она обязательно будет проходить мимо, если стоит мужчина любой. Молодой, взрослый, все равно. Обязательно сделает так.
То есть боком посмотрит. Вот если боком стать и смотреть на женщин, то обязательно, когда рядом проходят и посмотрела боком, все, конец. Все, конец, свободное. Можно сзади идти и кричать: девушка, это вы потеряли $100. Знаете, это же такое есть такое, когда сзади женщины бросают $100, после этого она поворачивается: девушка, это вы обронили $100? Да, я хочу вам их вернуть, вот, пожалуйста, давайте познакомимся. Все, уже от $100 никто не отказывается. Так это же целых $100. Да, женщина должна быть дорогой. Чем дороже женщина, тем мужчина больше себя уважает. Понимаете, это где-то мужская логика. Мужчина, чтобы женщина была доступная. Мужчине надо, чтобы женщина была дорогая, чтобы можно было понимать, что она, понимаете, ну это для женщины как для многих мужчин это, ну, вот такая есть установленная цель. А когда там мама познакомила или когда там кто-то с кем-то познакомил, тогда обычно и не срастается особо. Почему? Потому что все ждут вот эту описанную поэтами и писателями страсть, конвульсии и так далее. А на самом деле здесь просто желание добровольного выбора. Хотя я вам скажу так, на сегодняшний день количество мужчин, которые холостые, их очень много. Но кто их может заставить жениться, неизвестно. Почему? Потому что они деградируют, начинают выпивать, потом очень сильно плохо начинают выглядеть, потом у них появляется потенция. Почему я это говорю? Очень много у меня пациентов, которые приходят там 32, там 33 года, импотенты. После этого их хочется, наверное, уже там семью какую-то, а потом приходят там 45, там 50 лет, и там, что ни с кем не живешь? Да, уже там ничего не надо, зачем мне это надо и так далее. Зато хорошо живу. Так ты не можешь хорошо жить, потому что Бог устроил так животных и людей, Он их паровать начал, понимаете, почему? Это божественное задание. Человек не знает, что его мучает весной, и у него панические атаки. Я обычно говорю, да мужчина нужен или женщина нужна. Нужно о ком-то заботиться, нужно для кого-то жить. Почему человек иногда болеет паническими атаками или депрессиями? Человек начинает жить с другим человеком вместе, но при этом он живет сам собой. То есть ему бы впору быть семьей, а он еще до сих пор зациклен на своих собственных эгоцентрических каких-то эмоциях. То есть я имени меня, для меня, мне то сделали, не то, я там этот, я этот. Но если живешь в семье, тогда я нужно убирать. Есть мы, тогда мы для нас, что у нас. Вот так нужно думать. Вы представляете, семья, по идее, должна вылечить любые психические заболевания. А в случае, если в семье не появляется, то это говорит о том, что кто-то очень эгоцентричен. А это уже духовный путь. Нужно этому человеку себя развивать. Я никого не обидел. Почему женщина изменяет? Что ей движет? Была связь с замужней женщиной в течение года, мне 20, ей 30. Вся проблема замужних женщин заключается в том, что они не удовлетворены жизнью. Когда женщина не удовлетворена жизнью с мужчиной, то это многофакторный момент. Многофакторный момент неудовлетворения с жизнью приводит к тому, что эта женщина начинает искать удовлетворение в окружающих объектах. Таким образом, неудовлетворение мужчиной, который не вовремя приходит домой, ничего не хочет там покупать, не содержит. Мужчина, который не говорит хороших слов, мужчина просто как свинья себя ведущий, алкоголик и так далее, приводит женщину к тому, что она ищет что-то хотя бы, что могло ее удовлетворить хотя бы морально. После этого она встречает вот такого там молодого или какого-то мужчину, после этого все остальное предварительное дорисовывает мысленно. То есть она себе сама придумала, что было ухаживание, сама придумала, что оно было в том, что он там 4 раза моргал, 2 раза там махал, после этого еще что-то себе придумывает, и после этого создает для себя вот такую мини-идиллию с последующими вот такими изменами. Но то, что она живет с мужем, знаете, и там изменяла, еще не значит, что вы можете на нее рассчитывать. Потому что женщины как раз в этом случае достаточно концептуально, они могут жить с мужчиной, изменять мужчине и никогда от него не уйти. Мужчина, он может, если изменяет другой женщине, то эта женщина может переформатировать его чувства и переформатировать его сознание.
Так она может начать играть игру, в которой она может говорить о том, что да ты не знаешь ничего про свою жену, да я тебе столько всего расскажу, ты просто ничего не знаешь. И после этого создать интригу, что очень свойственно некоторым таким женщинам. И эта интрига, она может очень сильно промыть мозги тому мужчине, с которым встречается такая женщина. Поэтому, если женщина изменяет, допустим, то тогда то, что она останется в семье, это ну, где-то на 90% закономерно. В случае, если изменяет мужчина и изменяет с холостой женщиной, то вариантов того, что мужчина уйдет, очень много. Поэтому холостые обычно отбивают мужиков очень-очень ярко, очень быстро, знаете, идут на самые, там, можно назвать подлые штучки, понимаете. Это даже не связано с соблазнением. Мужчина думает, что он сексуальный доминант, а женщина в этот момент думает, что он попался ей в ловушку. Поэтому там... Ой, ты мне так нравишься, ты любимый, я тебя обожаю. И после этого, ой, меня тут восхищаются, значит, меня сильнее любят. Вот я же тебя люблю, да, да, ты меня сильнее любишь. А жена не говорит этого. Почему не говорит? Ну, потому что она считает, что все уже сказано до этого, что все живут в одной семье, в один кошелек зарабатывают, все друг другу как бы без слов уже все сказали. После этого ей некогда заниматься там сексом, а это есть когда та вкуснее кормит, та умнее, у той волосы белее, у той там, я не знаю, там, глаза зеленее и так далее. И после этого и начинается. Но переходят мужчины, и после этого оказывается, что новая жена хуже старой, а потом к третьей переходит. Первые две были лучше, чем последующие. Почему? Потому что да, по наклонной скатывается человек, по наклонной. В итоге потом, как писала мне одна женщина, сам пьет, нашел какую-то такую же, и там ходят они где-то вместе, пьют и так далее. Ну, молодец, отлично, скатился, значит. Для мужчины измены гораздо страшнее, чем измены для женщины. Хотя женщины неохотно идут на измены, а мужчины делают это гораздо охотнее. Хотя для мужчины это гораздо страшнее. Я хочу открыть свой бизнес. Получится? Да. Еще не было ни одного человека, который бы хотел и не открыл. Люблю рукоделие, хочу зарабатывать этим деньги, но очень устаю на работе. Скажите, пожалуйста, вы делаете так, наймите людей, пусть они рукоделием занимаются для вас. Не надо человеку работать. Научите детей, которые могут работать на вас. Ну, зачем работать вообще? Конечно же, могу сказать просто как человек, который считает себя немножко капиталистом, могу сказать, что особенность жизнедеятельности богатого человека заключается в том, что он эксплуатирует трудовой пролетариат. Учитесь эксплуатировать. Зачем вы все время настраиваетесь на то, чтобы работать? Мне надо работать, я сам смогу. Что с вами? Если вы руководитель, эксплуатируете людей. Нашли человека, после этого он на вас работает, платите деньги, улыбайтесь. Все в жизни хорошо. Хотите сами работать? Ну, молодцы, у вас есть силы, сами работать. Гражданка Испании, выздоровите скоро, за полгода. Люблю рукоделие, ответил. Брат зовет приехать к нему в Подмосковье жить. Понимаю, что в Карелии перспектив нет. Но будут ли они у меня в Москве? Стоит ли ехать в ближайшее время или сначала практиковаться в эзотерике? Но брат начнет еще использовать, втянет вас в то, чтобы вы работали на него, и после этого у вас не останется возможности дальше реализовать себя совершенно. Все, у нас уже 9 часов, все, до свидания. Я надеюсь, у нас должно сейчас пройти посвящение в первую ступень. Итак, делаем посвящение в первую ступень, даже для тех людей, которые не проходили первую ступень. Посвящение, если вы уже проходили, то все равно можете пройти. Итак, чувствуете запах, который идет от палочки? Муж подарил магический шар. Что с ним делать? Пройти 5-ю ступень, я там объясняю, что делать с магическими шарами. Во всех остальных случаях он бесполезен. Помните, я там рассказывал о магических шарах? Магический шар – это высший пилотаж магии. С ними нужно уметь работать, дома они стоять не должны. Потому что шар шару рознь, шары должны быть прозрачны. Вообще любые круглые изделия какие-то, которые дома находятся, если они не прозрачные, то вы их должны убрать, потому что это опасно для семейного благополучия и здоровья человека. Даже круглые лампочки не очень хорошо, если они затонированы. Представляете? Здоровье ухудшается.
Итак, ставим указательный палец правой руки возле своего лица. Делаем вдох и дотрагиваемся к лобику. Закрываем глаза, делаем выдох, убираем глазки, сидим. Открываем глазки, делаем еще раз. Закрываем глазки, ставим палец, делаем выдох, убираем палец, открываем глазки, делаем вдох, дотрагиваемся пальчиком, делаем выдох, закрываем глазки, левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую. И старайтесь вверх-вниз немножечко сознание опустить так и посмотреть, есть ли там объем. Называется объем расширенного вашего сознания. Ну что, ваш путь белый свет, всегда идите по белому пути, делайте вдох, делайте выдох, открывайте глаза. Я поздравляю, вы себя полноценно можете называть учениками школы Кайлас. Все практики, которые есть, и все мантры, которые вы практикуете, включая коды и включая заклинания, теперь с вами будут работать гораздо эффективнее, чем с теми людьми, которые не проходят такие посвящения. Участвуйте в посвящении. Во время посвящения я закладываю определенное зерно своим адептам, которые в дальнейшем будут процветать. Почему? Какой бы ни был красивый горшок, какое бы хорошее ни было в нем сырье для проращивания пшена, пшено не вырастет и зерно не прорастет до того момента, пока кто-то это пшено не посадит. И именно это и происходит в тот момент, когда вы приходите на такие посвящения, где я и закладываю то зерно нового сознания, которое в дальнейшем прорастает, хочет человек или нет. Максимальная длительность проращивания зерна 7 лет. Поэтому если вы пройдете ступень от 1 до 7 на протяжении 30 дней, то все равно по-настоящему изменения, которые создает для вас школа, вы сможете констатировать на протяжении лишь 7 лет. Ступени созданы так, чтобы человек проходил каждую ступень не чаще, чем 1 раз в год. Но людям хочется и свойственно делать быстро, фанатично, и люди хотят побольше знаний. В этом ничего страшного нет, просто энергетика не успевает за теми знаниями, которые вы получаете. Поэтому по-настоящему получить, наверное, необходимые вибрации вы сможете спустя, даже если человек бросает, не занимается, ничего не происходит, 7 лет проходит, и после этого человек становится другим на 100%. Конец. Так устроена эзотерика. Ну что, всем желаю счастья, до свидания. Ура! Вторую ступень можно начинать прямо сегодня. Саша, закончилась трансляция?